Привет, это твой таро-прогноз на апрель месяц. В описании к этому видео, как всегда, есть для тебя тайм-коды, чтобы ты с легкостью мог или могла найти свой знак зодиака. Приятного просмотра, не забывай про лайки, мне будет очень приятно. И, конечно же, мой канал будет расти, он и так прибавляется, с каждым днем у нас все больше и больше. Добро пожаловать. Также в описании к этому видео есть ссылки на мои социальные сети, подписывайся, записывайся на личную консультацию. Посмотрим, что же тебя ждет в этом прекрасном месяце. Весна на дворе, все расцветает, мы расцветаем, новая энергия. Очень важно быть в курсе событий, что же принесет тебе весна. Поехали, давай делать расклад. Овны, привет, это ваш второй прогноз на апрель месяц. Давайте смотреть, что же вас ждет в этом месяце. И у нас сегодня 3 колоды. Это обычная классическая колода. Я думаю, что вы помните ее из моих раскладов. Также это таро «Темный особняк», она новая. Мне недавно ее подарила подруга, она очень красочная. У меня есть более в таком маленьком формате, она достаточно увесистая такая, интересная, но она очень красивая. Я думаю, что вам тоже понравится. Напишите после свои комментарии. Ну и, конечно же, моя любимица, это таро 70... Так, нет, не 78 дверей, я перепутала. Это таро светлого провидца. Крутится на языке, а сказать не могу. Картинки вам тоже нравятся очень. Колода достаточно светлая. Мы ее оставим на конец, скажем так. В конце уже на ней посмотрим для вас советы от высших сил, потому что она действительно очень такая воодушевленная, вдохновленная колода. Итак, давайте смотреть, что же вас ждет в апреле месяце, дорогие овны. Мне очень интересно. Десяточка пентаклей, да, вы что, смотрите, круто. Это изобилие, это финансовое изобилие. То есть если вы ждали, например, каких-то денег, ответа какого-то, в этом месяце точно получится. Плюс вся семья, может быть, у вас соберется в этот период, например, да, потому что на картинке все счастливы, все довольны. Домашний уют, очаг, может быть, вы поедете, например, к своей родне, как вариант, или, может быть, семейный какой-то у вас есть бизнес, и он сейчас принесет вот как раз-таки эти плоды. Посмотрите, сколько монет просто сыпятся на вас, что очень-очень радует. Ну, начало расклада просто потрясающее. Я считаю, что нужно написать комментарий, что вы принимаете вот это вот эти вот прекрасные пентакли, да, то есть здесь по материальной составляющей будет все круто. Давайте еще дальше развернем эту тему, да, может быть, будет еще более ясна картина вам. Угу. Ну, смотрите, у вас действительно какой-то сбор урожая. Сбор урожая, то есть вы вот сейчас пожинаете. Карта Солнца еще вообще, когда выпадает карта Солнца, да, не продолжается расклад, то есть уже само за себя говорит, что все классно. Позитивно, как будто светлая полоса в вашей жизни. Вот вы шли, тащили на себе какую-то ношу, какой-то вот этот вот мешок, может быть, да, какие-то не знаю, ну, в общем, что-то вы на себе несли, везли все это время, было, может быть, очень тяжело, ситуация меняется, как будто бы у вас светлая какая-то полоса, и как раз-таки, да, изобилие наступает в вашей жизни, и это очень круто. Давайте посмотрим, что же еще вас ждет на новой моей колоде. Не могу нарадоваться, ну, конечно, она увесистая, хочу сказать, прям... Я, мне кажется, накачаю руки вместе с ней. Так, что же вас ждет? О, как интересно. Ощущение, смотрите, какие красивенькие картиночки. Ощущение такое, что вы в чем-то, где-то поставите какие-то ограничения. Ограничения какие-то, не захотите что-то во имя каких-то своих проектов, своего какого-то будущего. Может быть, вы захотите, как вариант, куда-то поехать, и от чего-то вам придется отказаться. То есть, если есть у вас такая ситуация, например, да, что... А вот, кстати, как вариант, да, вот сейчас мне пришла эта мысль. Если что-то
вам, например, уже вот настолько надоело, лезут нехорошие слова, если честно, если настолько вы от чего-то устали, тащить вот это все на себе, здесь говорится, что все, наконец-таки уже отгородите себя от всех вот этих вот, бросьте это все, и у вас будет классно, то есть какое-то у вас новое начало, творчество, какой-то проект, что-то новое у вас может быть, посмотрите, может быть даже переезд куда-то в какую-то новую страну, да, то есть могут приехать какие-то известия к вам, может быть кто-то к вам приедет, и вы в итоге с этим человеком отправитесь куда-то в путешествие, как вариант такой может быть. Ну и смотрите, да, то есть, опять же, по раскладу изобилие, да, светлая полоса. То есть, возможно, вот это вот все у вас по какой-то причине, может быть, какая-то затяжная ситуация у вас, происходящая уже долгий период, например, да, и здесь вам говорится, что все-таки вы тащили, и сейчас вам будет вознаграждение. Может быть, от чего-то отказались, да, или, может быть, у вас, в принципе, будет такой вот настрой на месяц, что я сейчас, я сейчас всем покажу, и я сейчас вот как бы все тут разрулю, скажем так, да. Давайте еще посмотрим поподробнее, очень интересный расклад, ну, месяц классно. Начался вообще с десятки пентаклей, с изобилия. Ну что может быть лучше? Деньги это всегда прекрасно, да? Угу. Ну вот, я же говорю, у вас может быть какой-то застой был, достаточно продолжительный период, может быть, не двигались, да? Может быть, с финансами, вот ощущение, что все-таки рыцарь Пентаклей это не про какие-то богатства, все-таки десятка Пентаклей, да, это про то, что изобилие, про действительно возможность воспользоваться каким-то ресурсом, что-то себе позволить. И вот сейчас из вот этого застоя у вас наконец-таки будет движение. А движение куда? Мы уже посмотрели, да, что у нас как раз-таки десяточка пентаклей и вообще светлая полоса в вашей жизни наконец-таки наступает, да, то есть вы начинаете гореть чем-то, что-то новое у вас, какое-то дело может быть, и как раз-таки да, все, ситуация, в общем, у вас меняется. Давайте посмотрим на колоде Таро Светлого Провидца. Какой-то совет от высших сил для вас. Может быть, что-то очень важное вам нужно услышать. Может быть, вы чего-то, например, не замечаете, как вариант. Шестерка кубков. Какая-то грусть, может быть, по прошлому, или, может быть, какое-то сравнение даже. Да, то есть, может быть, это какая-то ситуация, которая вот вас заставляет чувствовать себя ну, очень тяжело, да, сложно с чем-то расстаться, сложно, может быть, в принципе, куда-то двигаться дальше, может быть, вы из-за какого-то человека, как вариант, да, у вас застой, но вот ощущение, что сейчас вы переосознаете, поймете, отгородите себя от вот этой всей истории, которая вас вводит вот в это вот состояние грустинки какой-то, да, и пойдете себе дальше, покорять горизонты. И это очень круто. Так, давайте посмотрим еще совет какой. Ну, смотрите, для вас действительно что-то тайное может быть еще открыться. Достала специально 3 карты. Может открыться что-то тайное. У меня складывается ощущение, что вы какое-то время, может быть, боролись сами с собой, да, и поэтому тоже у вас мог быть какой-то некий застой такой, не было какого-то продвижения, вы пытались что-то понять. Но сейчас вот вам идея какая-то буквально свалится, да, какой-то, видите, поток просто какой у нее. И вы загоритесь и начнете действовать. У вас активный достаточно месяц, у вас выход из застоя, наконец-таки весна, дорогие овны, просыпаемся, активно действуем, потому что все увенчается успехом, да, то есть вам высшие силы говорят, карты солнца, десятка пентаклей, это просто вообще козыри, можно сказать, в раскладе, и вы должны радоваться и наконец-таки проснуться. Ни в коем случае не застревать вот в этой вот ситуации какой-то, да, которая вас, не знаю, выводит из себя, выводит на какие-то эмоции, на какую-то грусть непонятную. Отпустите и двигайтесь дальше к своим светлым берегам. Дорогие овны, это был ваш Таро прогноз. Ставьте лайки, подписывайтесь, оставляйте комментарии. Мне очень приятно, и, конечно же, мой канал будет расти. Записывайтесь на консультацию в личные сообщения. Пока-пока.
Тельцы, привет, это ваш таро-прогноз на апрель месяц. Давайте посмотрим, что же вас ждет, какие тенденции будут в апреле, что же интересного вам подготовила Вселенная. Итак, карта звезды. Так, я ее прикрою, потому что она голенькая. Карта звезды. Может быть, вы станете звездой. Ого. Звезда, да, это может быть и какое-то очищение. Например, вы очиститесь наконец-таки от чего-то, потому что, посмотрите, да, здесь вода, символ очищения, плюс звезды, да, конечно же, это про какое-то такое высшее духовное очищение. Вы знаете, как будто бы внутри вы от чего-то можете в этот период освободиться. И это очень круто. Может быть, как вариант, что вы будете, например, привлекать внимание других людей, и они вас будут замечать, то есть вы будете звездочкой, вы всегда звездочки Тельцы, всегда в центре внимания, да, ваша планета-управитель это Венера, и, конечно же, Венера это всегда про какую-то роскошь и так далее. Может быть, вы познакомитесь с какой-то звездой в этот период, как вариант, или, может быть, если вы занимаетесь социальными сетями, каким-то продвижением, то оно у вас увенчается успехом, да, то есть вы можете, вот ваша звезда, она может засиять. Может быть, у вас видео какое-нибудь, например, станет популярным, да, как вариант. Что-то такое интересное может произойти. Так, давайте смотреть дальше. Девяточка кубков. Ну, посмотрите, прекрасное, считаю, начало просто расклада, да. Девятка кубков. Про наслаждение, про удовольствие, может быть, даже где-то нежелание что-то делать, да, то есть хочется вот наслаждаться, кайфовать, весна все-таки, может быть, влюбиться хочется, в конце концов, кубки это все-таки эмоции, да, это эмоции через край. Может быть, какие-то приятные такие события вас ждут в этот период как раз-таки. Может быть, вы пойдете на концерт, например, да, вот по звезде как раз-таки девятки кубков. Может быть, ваш любимый исполнитель, например, да, или, может быть, в кино пойдете как вариант. А может быть, будете сниматься в кино или выступать на сцене тоже как вариант. Восьмерочка пентаклей, работа над собой, работа в принципе, да, то есть если вы переживаете насчет работы, то работа точно будет. Я думаю, что будет достаточно много ее, вы будете заняты, просто не то чтобы не покладая рук и ног, да, потому что все-таки девятка кубков у нас выпала, то есть у вас будет хватать, в принципе, время и на то, чтобы покайфовать, и на то, чтобы поработать, заработать денег, да, но здесь перспектива обещает быть, да, хорошей, потому что мы видим монетки все-таки. Восьмерочка пентаклей, то есть вы работаете над этим, они уже в принципе у вас висят, да, то есть кто переживает насчет работы, насчет карьеры, например, если вы выбираете работу, то здесь говорится о том, что да, работа будет процесс определенный, который может доставить вам в принципе удовольствие. Так. Ну, вы знаете, вот здесь может появиться как будто какой-то человек или какая-то цикличная ситуация у вас, которая вот не совсем приятная была для вас. Это может быть связано с человеком мужского пола. То есть, может быть, это, не знаю, вы были в прошлых там отношениях, например, да, и не особо хорошо расстались, вот как будто бы сейчас человек может о себе напомнить. Ну, как всегда, да, когда у нас более-менее что-то налаживается в жизни, к нам появляются люди из прошлого, и как бы тут не дать, не взять, да, вот так оно и есть, такие тенденции, вот такой вот закон приходит, чтобы проверить, мы все еще доверяем, мы все еще ведемся на эти удочки, или мы уже все-таки повзрослели, помудрели, да, и идем дальше в нашу светлую жизнь, как говорится. Так, вот хочу опять на этой же колоде посмотреть, а что вам делать вот с этим человеком, который придет. Ну, вот ощущение, что человек вам будет что-то очень такое интересное рассказывать, вводить вас в какие-то иллюзии, может быть, заставит вас выбирать, например. Но вот что здесь интересно, может быть, причина, например, расставания или рассоединения была из-за какого-то третьего лица. Ну, так вот здесь говорится, что если вы понимаете, да, если вот вам это импонирует сейчас, то как бы держите вот это вот в уме, что
когда-то тогда была какая-то ситуация, где было третье лицо, то сейчас оно может повториться в этот период опять. Поэтому оно вам точно не надо, я считаю, да, и как бы расклад об этом говорит. Поэтому такая тенденция, да, человек может как-то появиться и начать вам заливать уши. Давайте будем честны. Так, давайте посмотрим. Тоже люблю эту колоду. Она у меня новенькая, мне подарила ее подруга, она очень классная. Она такая большая, у меня есть поменьше, но вот эта более такая глянцевая. То есть я думаю, что вам такие картинки понравились. Вот напишите, какая вам колода мне больше всего нравится. У меня вот сейчас их 3 в раскладе будет. Какая вам больше импонирует по картинкам вообще. Потому что некоторые колоды, я знаю, что они пугают, какие-то темные. Поэтому я стараюсь миксовать. Итак, посмотрим, что же вас ждет. Ну, достаточно тяжелая такая колода, я хочу сказать. Я прям накачаю себе руки. Карта мага. Ого-го. Ну, посмотрите, все в ваших руках. Вы все можете. Маг управляет 4 стихиями. Да, и у него все в руках. Вот, то есть, если у вас есть какой-то план, например, вы что-то хотите сделать, то у вас все получится. Может быть, касательно работы, например, да, то есть вы управляете этой ситуацией, все в ваших руках, зависит все от вас. И, конечно, вот в минусе это может говорить о том, что вы понимаете, что вы все можете, но вам так не хочется ничего делать, вам так не хочется ничего менять, просто хочется кайфануть, где-то, может быть, даже выпить, погулять с друзьями, да, и не совсем заниматься вот этими вот какими-то делами, работой и так далее. Хочется просто вот быть звездой, сиять и все, как бы, собственно говоря, да. Поэтому также маг, это может говорить о том, что вот у вас может быть такое вот настроение поманипулировать, поиграть где-то, да. Вот очень интересно, конечно, здесь, но это вот такая минусовая энергия, что вам придется вот как-то брать все в свои руки, методом манипуляций, каких-то махинаций, выкручиваться из какой-то, может быть, ситуации, например, да. Давайте еще достанем одну карту с этой колоды. Ого, карта башни, вот это да. Классно, что-то разрушится, что-то меняется у вас, но вот судя по всему, да, это может говорить о том, что разрушается что-то старое. Вот может быть к вам этот человек, тот самый из прошлого, придет, протянет вам вот это вот свое разбитое сердце, но вы уже помните, чем это обернулось в прошлый раз, и сейчас вы уже на эту удочку не поведетесь. Вы скажете, все, уже все, а мне уже не надо, мне уже не интересно, поэтому... Да, все вот это вот просто под откос. Вообще это может быть действительно что-то вот, посмотрите, да, просто хочу немножко объяснить поподробнее. Люди, да, то есть это избавление от каких-то, может быть, людей в вашей жизни, которые вам вообще не нужны, которые мешают, то есть разрушить что-то старое. Этот дом уже достаточно старый, да, старый особняк, который буквально там уже его покосило, дерево уже засохло, все вокруг уже вот вообще никакое, он уже стоит там буквально на маленьком холмике, и давно пора уже разрушить, то есть избавление от чего-то старого. Но в чем плюс здесь, конечно же, в том, что вы управляете ситуацией, то есть это вы будете сами добровольно что-то разрушать, от чего-то отказываться в этот период. И давайте посмотрим на второго светлого провидца. Совет от высших сил для вас. Может быть, вы чего-то не замечаете, какую-то сторону нужно подсветить, или, может быть, вы даже не догадываетесь о чем-то, и высшие силы хотят вот сейчас вам это передать. Давайте посмотрим. Угу. Ну, смотрите, вы точно что-то разрушите, загоритесь чем-то, у вас будет достаточно такая интересная энергия, да, хочу вот это, хочу вот то, движение какое-то, перемены, и это очень-очень классно. Расклад в целом получился очень интересный, то есть у вас и есть энергия и мотивация на работу, на свое какое-то продвижение, в то же время у вас есть энергия на то, чтобы, да, повеселиться как-то, испытать классные эмоции. То есть здесь, в принципе, ни одной какой-то карты плохой не выпало, да, и под конец у нас карта мага и башни, старшие арканы говорят о том, что вы все-таки управляете ситуацией, и это самое важное. Не кто-то вам устроит вот эту вот башню, да, а вы это сделаете. И к чему это приведет, да, из всего расклада могу точно сказать, что это к лучшему, к переменам,
да, то есть вы идете к своим мечтам, может быть, исполнение, кстати говоря, я не упомянула, да, по карте звезды, это исполнение какого-то желания, над которым вот вы как раз-таки по восьмерке пентаклей, которая у нас выпала, вы давным-давно работали. Поэтому я думаю, что расклад классный, очень вдохновил меня, дорогие тельцы, я надеюсь, что вас тоже. Ставьте лайки, подписывайтесь, пишите комментарии. Записывайтесь на личную консультацию в директ. Я надеюсь, что вам понравилось. Пока-пока. Близнецы, привет! Это ваш второй прогноз на апрель месяц. Скорее посмотрим, что же вас ждет, что Вселенная приготовила для вас. Итак, начнем мы с первой колоды. У нас их сегодня 3. Все разные и все очень интересные. Итак, что же вас ждет в апреле? Шестерочка пентаклей. Смотрите, карта классная, это говорит о том, что будет какая-то помощь, поддержка извне для вас. Если вы рассчитываете на какую-то помощь, то она вам придет по справедливости. То есть здесь, если вы ожидаете какой-то помощи, поддержки, может быть, какого-то спонсирования, то оно таки к вам поступит в самое ближайшее время. Вообще на классической колоде, да, вот здесь вот есть кармашек у человека просящего, и это говорит о том, что все-таки какой-то потенциал у этого человека есть, и, возможно, он его не хочет или вот вообще просто не реализовывает, поэтому стоит задуматься, да, то есть, может быть, вы соглашаетесь на меньшее, жалеете где-то себя, как вариант, ну, все мы этим грешим, давайте так, да, наш мозг всегда придумывает самые короткие и легкие пути, лишь бы не тратить энергию драгоценную, да, хотя по факту энергии у нас достаточно, и если мы действительно что-то захотим, мы всегда найдем на это силы и возможности для реализации, самое главное позволить это себе вот здесь вот. Поэтому это какая-то помощь, творчество, также можете чем-то загореться, каким-то, например, проектом, тоже как вариант. То есть здесь деньги, на которые вы рассчитывали, они точно вам придут. Давайте еще посмотрим, достанем пару карт для вас с этой колоды. Ну, смотрите, императрица и туз жезлов. Императрице особо ничего делать как таковой не надо. К ней все ресурсы стекаются, опять же, да, вот карта шестерка пентаклей, это про помощь какую-то, да, то есть это про деньги, конечно же, это не какая-то там словесная помощь и поддержка, это про деньги, это про финансы, говорится о том, что все-таки с финансовой составляющей будет все классно. Императрица, это может быть, вы станете мамой, например, да, вы узнаете, что вы станете мамой, родителем, например, или же к вам приедет, например, женщина, может быть, мама, в кругу каких-то женщин вы будете находиться, да, то есть как вариант. Вообще императрица это всегда про изобилие. Императрица содержит в себе все 4 стихии, то есть она достаточно сильная, да, то есть здесь прям про какую-то энергию, и плюс еще туз жезлов. И по тузу жезлов вы чем-то загоритесь, то есть у вас будет достаточно много энергии. И вот опять же, да, не зря я сказала про обычную классическую колоду, упомянула здесь, потому что, возможно, вы не совсем реализовываете свой потенциал. Вы сидите и ждете, вот как эта императрица. Конечно же, не царское это дело, да, как бы какими-то мелкими такими делами заниматься. То есть вы сидите и ждете, хотя по факту вы можете гораздо больше, да? Ну, вот как будто вы, может быть, не хотите, не совсем. Такой вот вариант. Вообще по тузу жезлов это энергия, это сексуальная энергия, и ее очень много, творчество какое-то, загоритесь, да, то есть это стихия огня, я горю, я хочу, мне надо, привлекаете других своей вот этой вот энергией, да, то есть вам так и хочется как-то помочь, как-то вас ублажить, в общем, что-то для вас сделать, чтобы вы были довольны, потому что, судя по всему, да, на вас люди другие смотрят и как бы замечают, что вы действительно вот такой статусный человек, и неважно, вы мужчина или женщина, это про то, что действительно про вашу статусность, какое-то мнение, значимость в обществе, в социуме. Давайте посмотрим на вот этой прекрасной колоде, она у меня новенькая, мне ее подарили. Посмотрим, что еще, какие тенденции вас ждут, дорогие близнецы. Колода достаточно тяжелая, хочу сказать, мне кажется, что я накачаюсь. Вот, но что не сделаешь для вас,
чтобы вам было тоже красиво, эстетично. Я все-таки люблю, когда картинки красивые. Я тоже люблю смотреть расклады Таро, не только свои. Итак, 4 кубков. Угу. Как интересно. Ну, смотрите, ощущение, что сейчас у вас меняется ситуация. 4 кубков — это тогда, когда я сижу, ничего особо не хочу, меня ничего не радует, мне что-то предлагают, какие-то варианты, оно вообще мне не интересно. Я сижу, горюю. Может быть, у меня вот здесь вот над какими-то проектами там что-то не получилось, что-то не срослось. Я сижу и горюю над ними, потому что лишний раз я дергаться никуда не хочу. Мне кто-то там что-то предлагает, и я отказываюсь от этого. А может быть, вам кто-то просто в принципе что-то предложит, и вам и не хочется это принимать. Да, может быть, и не надо вам это принимать. У вас вот тут вот своя какая-то стабильность выстроена, да, вам ни до кого и ни до чего. И хочу сказать вам, что здесь таки 2 старших аркана у нас выпало, да, что интересно. И это очень важно всегда в раскладе, да, обращать на это внимание. Солнце и карта Мир. Карта Солнца — это ощущение, что переход такой на какой-то новый уровень, потому что карта Мир, да, завершение какое-то, может быть, завершение вот этого вашего апатичного состояния, что вы ничего не хотите двигаться, вам ничего не надо, вам ничего не интересно, вас ничего не зажигает в конце концов. И вот сейчас, дорогие близнецы, вы проснетесь, и как начнете действовать просто, и просто сами обалдеете от того, что Солнце — это все-таки такая, да, вот энергия бушующая, это уверенность в себе, это творчество, это про наш 3-й центр, про нашу 3-ю чакру. И, конечно же, это про то, что активное действие, да, это энергия, такая мужская энергия, то есть я хочу это, и я буду это делать, мне это нравится, меня это зажигает, и я буду к этому идти, несмотря ни на что. Переход на новый уровень, посмотрите, и это очень круто. Ну, я вас поздравляю, это просто прекрасный расклад. Давайте посмотрим на Таро Светлого Провидца. Совет от высших сил для вас. Может быть, вы чего-то упускаете или чего-то не замечаете. Вот сейчас хочу, чтобы высшие силы подсветили для вас какой-то, может быть, уголочек вашей души, чего вы не замечали или, может быть, не хотите даже замечать, да. Все мы этим тоже, опять же, балуемся, скажем так. Итак, ну, посмотрите, да, двойка мечей, я же говорю, что-то вы не замечаете или не хотите. Замечаете, вот по 4 кубков, как будто вы и не видели, может быть, какие-то возможности не замечаете и не хотите замечать, потому что вот, ну, вот вам вот так вот было хорошо. Ну, бывает иногда, да, что мы хотим погрустить, поконючить, например, ничего не хочется делать, да, хочется пожалеть себя. Все-таки нервная система, она тоже истощается. Может быть, какие-то мысли, страхи вообще непонятные, они вас мучают. То есть вы не хотите вот прям вообще никак, да, то есть они постоянно вот вьют какие-то вот эти вот воображения, какие-то картинки, что вы просто вот настолько задолбаетесь от этого, я думаю, в этом месяце, что ситуация все-таки поменяется. Вам как будто бы сверху вот этим посохом высшие силы дадут и скажут: все, вот тебе энергия, вот тебе возможности, шансы, давай уже завязывай, да, тебе уже вот туда пора, а ты все еще вот здесь вот сидишь со своими вот этими 3 кубками. Да, давай двигайся. Давайте еще. Ну, посмотрите, еще 8 кубков. Уходите от этой ситуации. Не надо вам грустить. Вы, близнецы, активные, вы общительные, вы нужны нам, вы нужны обществу в конце концов. Ну, кто, если не вы? Ну, кто, если не вы? Итак, давайте еще какую-то последнюю карточку вам достанем. Что же вам хотят высшие силы сказать? Какое-то напутствие, прям хочется вас вдохновить, раз уж вы в таком настроении. 6 пентаклей, ну, смотрите, это уже 2-я, ведь 6 пентаклей, помощь вам будет дана, не переживайте, высшие силы вам помогут, да, то есть это и в общем раскладе выпало для вас, да, и уже совет от высших сил, что помощь, она будет, поэтому просыпаемся, уже весна, уже скоро лето на носу, буквально еще 2 месяца и уже лето, и это прекрасно.
Поэтому, близнецы, просыпайтесь, мы вас ждем, вы нужны нашему обществу, кто, если не вы, кто, если не вы. Я надеюсь, что вам понравился расклад, ставьте лайки, подписывайтесь, оставляйте комментарии, буду очень рада. Я вас благодарю за вашу подписку, за вашу активность, нас становится с каждым днем больше и больше, я это очень ценю, и это для меня огромный-огромный знак, что нужно продолжать. Я надеюсь, что вам понравилось. Прекрасного вам апреля, просыпайтесь, вы нужны нам, этому миру. Пока-пока. Раки, дорогие мои, привет! Это ваш второй прогноз на апрель месяц. Посмотрим, что же вас ждет. Сегодня у нас 3 колоды. Все очень разные, с разными энергиями. В конце посмотрим для вас обязательно совет от высших сил, чтобы они вам подсветили какой-то уголочек вашей души, может быть, который вы не замечаете, или чтобы они вам подсказали, наконец-таки, да, как выбраться из той или иной ситуации. Итак, давайте посмотрим. Начнем. Ого! Карта суд. Всегда про то, что нужно проснуться, что уже ангел небесный трубит, просто флаг, да, просыпайся, наконец-таки, вставай. Может быть, у вас в какой-то период, так, прикрою, может быть, у вас какой-то период было такое, да, спящее состояние, не хотели ничего делать, но здесь уже высшие силы просто вам говорят о том, что пора, уже пора. Давайте посмотрим еще поподробнее. Уходите от какого-то обмана, от какого-то предательства, от какой-то хитрости, может быть, с вами не очень хорошо поступили. И здесь высшие силы, прям смотрите, 2 старших аркана. Это очень удивительно, 2 старших аркана. Сразу же в начале расклада говорят о том, что все-таки за вами наблюдают и вас берегут, и высшие силы на вашей стороне. Это может быть какое-то очищение также, да, от какого-то обмана, лжи, который присутствовал в вашей жизни, который совершенно вам не нужен. Высшие силы вас от этого ограждают. Может быть, вообще уйдете от какой-то ситуации, например, да, высшие силы вас, так сказать, спасут, вынесут сухим из воды, я бы сказала так. Также, как вариант, да, и карта Иерофанта, это про религиозность, про духовность, может быть, какие-то тайные знания, посмотрите, у него здесь ключик лежит, тайные знания какие-то для вас откроются в этот период, может быть, вы пойдете к человеку духовному за каким-то советом, да, это не обязательно может быть какая-то религия, а просто вот вам захочется, может быть, больше обращаться к таким людям за советом, да, как вариант. Может быть, в принципе, вы будете молиться, да, напрямую, может быть, вы будете обращаться к Вселенной, к Богу, да, в общем, обращаться туда и к тому, в кого вы верите. Также Иерофант – это помолвка, да, с кем-то. Может быть, вы обвенчаетесь, например, наконец-то с вашим партнером, тоже как вариант. Давайте посмотрим, что же еще вас ждет. Туз мечей, какая-то информация о том, что вы победили все-таки, да. Также здесь вот говорится какая-то ложь, обман, предательство. Вот, может быть, кто-то вам устроил какую-то такую ситуацию не самую приятную, нечестно с вами поступил, но вот этому придет конец, потому что и уже высшие силы вмешиваются и говорят, что все, хватит. Мы свое дитя бережем и любим, поэтому в обиду точно не дадим. Вот ваш противник, он уходит и все, понимаете, да, победа, она все-таки за вами. Давайте посмотрим на еще одной колоде, что же вас ждет. Угу. Ну, смотрите, как интересно, смена картинки точно. Смотрите, 10 мечей у вас была, да, и сменяется на 10 кубков. То есть из состояния разбитого, может быть, одиночества даже, да. То есть здесь вот все-таки 10 это про завершение. Это уже все, да. Ситуация произошла, может быть, 5 мечей у вас на этой колоде показала, да, что тут было какое-то начало всей этой ситуации, вы уже пережили несколько этапов, и все, ситуация завершилась. То есть она уже вас больше не касается, высшие силы вам помогают, они вас очищают от этого, да, то есть, а может быть, кстати, у вас какие-то судебные разбирательства в этот период, как вариант, и вот по
тузу мечей придет информация, может быть, вы будете общаться, например, да, с юристом по этому поводу, и таки будет победа все-таки на вашей стороне, поэтому я вас поздравляю, если наконец-таки выйдете из этой ситуации, это очень-очень радует. Да, вообще десятка мечей говорит про то, что может быть какая-то ситуация действительно, которая вас настолько загнала в тупик, в отчаяние какое-то, может быть, даже в депрессию, что вы просто, вот, ну, схватившись за голову, вы не знали, что вообще с этим делать, собственно говоря. Но посмотрите, да, десятка кубков. Радость, изобилие, может быть, наконец-таки воссоединение со своей семьей, со своими близкими. Да и, в принципе, если вы, допустим, одинокий человек, это говорит о том, что у вас будут эмоции, они будут положительные, все довольны, сидят на пикнике, да, все классно, дом полная чаша, дом изобилен. Да, это может быть и финансы, и эмоционально также, да, но в первую очередь, конечно, эмоциональное ваше состояние, оно будет классное, оно вас будет наконец-таки радовать, вы выйдете из вот этого состояния, да, что я ничего не могу, ничего не хочу, не знаю, что с этим делать, как дальше жить. Все, ситуация завершается, слава богу. Так, давайте достанем еще одну карту для вас. Паж кубков, представляете, романтический настрой, да, что-то новое, то есть игривое настроение. Паш это всегда вот про какую-то вот даже детскую наивность, то есть вам что-то хочется делать. Ощущение, что вот у вас энергия сменится в этом месяце, и вы начнете как-то на все по-другому смотреть. То есть у вас вот как будто раз переключило. Вы вот состояние вот этой вот десяточки мечей, опустошением же, да, сразу же вот как бы хоп, и все, и вас просто не узнать. Ничего себе, дорогие раки. Ну, вы чувствительные, да, действительно, поэтому какие-то даже такие, да, ситуации, они могут вас выводить вот в такие вот не самые положительные эмоции. Давайте посмотрим на колоде Светлого Провидца, что же вас ждет. Прекрасная колода, очень светлая. Подсказку от высших сил, пусть они вам подскажут, направят вас наконец-таки, да. Может быть, вы чего-то не замечаете, может быть, какое-то предостережение. Сейчас мы вытащим 3 карты для вас и посмотрим, что же вам хотят сказать. Мне очень интересно. 4 мечей. Как интересно. Да, это может быть вот как раз-таки застой, который у вас был. Сейчас мы достанем еще 2 карты сразу, чтобы понять, что нам хотят сказать высшие силы. Угу. Вытащила даже 4 карты для вас, потому что не совсем было ясно. Ну, смотрите, вот состояние, да, которое мы уже проговорили, из всего расклада видно, да, что у вас какой-то застой, может быть, какое-то скучание по кому-то, может быть, человек, вы были в отношениях какое-то время, вот здесь вот сердечко у нее, да, вы скучали по этому человеку, вы убивались, может быть, было какое-то предательство со стороны этого человека, может быть, человек вам изменил, например, да, или вы просто расстались как-то неожиданно, то есть вроде было все хорошо, и потом бац, и все, как говорится. То есть, ну, могла быть такая вот ситуация. Да, то есть, может быть, вы что-то узнали как вариант, да, и вот как раз-таки долгое время вы к себе никого не подпускали, вы вообще выстраивали границы против вообще всего мира, вам не хотелось как-то коммуницировать, но высшие силы вам тоже говорят, обновись, отдайся, может быть, у вас, например, новый человек на горизонте появился, может быть, как вариант, что вы начнете какое-то дело, да, может быть, у вас бизнес, например, не задался, или на работе, или общение с кем-то, да неважно, что это может быть, но вот что-то вас беспокоило, сейчас вам высшие силы все-таки говорят, попробуй, да, окунись вот в это все. Все-таки карта дурака – это про такое детское, опять же, настроение, оно у нас вот здесь вот было, да, то есть позвольте себе быть ребенком. Представьте вообще, что жизнь – это игра. Представьте, что жизнь это игра, и вы в нее играете, и как бы вот вы как будто бы еще не совсем вот знакомы с этим миром. Изучите его, пусть он будет для вас чем-то новым, интересным. Забудьте про какие-то вот старые травмы, обиды, да, будьте ребенком, вот как будто вы только-только пришли в этот мир, вы его изучаете, вам все интересно, у вас нет никаких обид ни на кого, нет обид на себя, нет каких-то претензий, вот вам просто легко, и вам хорошо, и вы увидите, насколько быстро у вас будет все меняться. Вы сами себе просто откроете, да. Ладно уж с этими людьми, которые там делают нам больно как-то, да, не особо пекутся о нас, но самое главное, чтобы вы о себе заботились, да. И то есть вот этим вот всем настроем, казалось бы, позвольте себе вот, ну, совсем чуть-чуть.
да, побыть ребенком где-то, может быть, даже съехать с какой-то ответственности, просто все с себя вот это вот смести, и приведет вас это в десяточку кубков, посмотрите. Может быть, какой-то просто романтик у вас будет, да, буквально там вот образовываться, и потом это приведет неожиданно к семье. Вы представляете? Вот так вот все в жизни и бывает, да, чем легче мы внутри, тем Вселенная как бы проще нам давать какие-то плоды, потому что мы открыты ко всему. Будьте открыты к этому, не бойтесь, потому что высшие силы вот изначально, да, показали, что все-таки они вам помогают, они вместе с вами, они за вами следят, и они не дадут вас в обиду. Да, какие-то ситуации должны были произойти, судя по всему, чтобы вас чему-то научить. Может быть, вот как раз-таки вот этой вот легкости вас и хотели научить высшие силы, что несмотря ни на что, мы все это отбрасываем вообще и идем дальше, мы учимся, мы познаем эту жизнь, мы не зацикливаемся на какой-то ситуации, на каких-то людей, мы все отпускаем, мы все принимаем. Самое главное, что мы у нас есть, да, что вы у себя есть. Вот, вы самый главный человек в своей жизни, дорогие раки. Вы очень чувствительные, поэтому берегите себя, берегите свои чувства. Я надеюсь, что вам понравился расклад. Ставьте лайки, оставляйте комментарии, чтобы мой канал рос. Я благодарю вас за активность на канале. Добро пожаловать. Записаться на личную консультацию ко мне вы можете, написав по ссылкам в социальных сетях. Есть ссылки в описании. Я буду очень рада вам помочь. Прекрасного вам месяца. Пока-пока. Львы, дорогие мои, привет! Это ваш таро-прогноз на апрель месяц. Посмотрим, какие тенденции вас ждут, что же приготовила для вас Вселенная. И в конце мы, конечно же, посмотрим для вас подсказку от высших сил, чтобы они вам подсветили, наконец-таки, да, подсказали, что же, может быть, чего-то вы, например, не замечаете, да, как вариант. Итак, смотрим, что вас ждет в апреле месяце. Ого, 4 жезлов. Какое-то радостное событие, может быть, свадьба. Да, посмотрите на картинку. То есть здесь помолвка какая-то, да, может быть, переезд, может быть, вы съедетесь с кем-то, да, со своим партнером, наконец, с которым вы давным-давно встречаете. Да, но здесь вот мне ощущение, что переезд какой-то, может быть, за границу куда-то, какая-то поездка, может быть, очень радостное событие, да, то есть у вас может быть такое вот произойти. Может быть, вас пригласят, например, на свадьбу кому-то, и вот это вам очень-очень сильно понравится. Начало очень даже хорошее, я считаю. Так, смотрим. Карта умеренность, гармония, гармония с собой, с внутренним я, с миром. Да? Такая ангельская прям сила. Ну вот еще не зря достала вторую карту. Очень интересно. Может быть, вы что-то будете перебирать, сравнивать, что-то взвешивать. Потому что вот все-таки, да, это вот про какое-то сравнение. Надо или не надо. Хочу или не хочу. То есть вот две такие карты. У вас, может быть, будет какая-то даже неустойчивая такая ситуация, и вы сами будете ее создавать, между прочим, дорогие львы. То есть вы будете пытаться что-то взвесить, привести в баланс свою какую-то жизнь, да, то есть какие-то вот такие ситуации у вас будут. Ого, страшный суд, вот это да. Очень крутая карта, несмотря на то, что она такая кажется, да, страшная, но она очень крутая, потому что это переход на новый уровень. Это переход, это разрушение чего-то. Высшие силы трубят вам просто: проснись, проснись уже наконец-таки, действуй. Да, то есть уже и нет времени ждать. По-любому вот что-то заставит, какая-то ситуация, какой-то человек, что бы это ни было, заставит вас сделать таки выбор, наконец-таки, да, и вот рвануть, можно сказать. Может быть, у вас вот сейчас такой выбор, вы что-то пытаетесь понять для себя, анализировать, то есть, ну, немножечко такой застой, да, и высшие силы говорят, что все, хватит, пора уже, делай выбор, то есть вот это вот на этот звон вы пойдете, то есть вы услышите вот это вот, какой-то будет знак от высших сил для вас. Очень круто. Давайте посмотрим на еще одну такой вот новенькой, интересной колоде. Мне подарила ее подруга. Ну вот, карта упала.
Вывалилась буквально у меня карта рыцарь жезлов. То есть куда-то вы будете активно мчать. Активно, при том, что с таким достаточно боевым настроем, что я хочу, все-таки такая жезловая, огненная ваша энергия. Вы возьмете ее буквально в кулак и поскачете куда-то. То есть конь здесь мычит, у него он в шоке. У человека здесь такие достаточно серьезные, да, серьезный такой взгляд, настрой очень боевой. То есть, может быть, вы куда-то поедете, отправитесь, какая-то поездка, вообще активное передвижение у вас будет, да. То есть вы поймете для себя, высшие силы вам все-таки, как сказать, настучат, скажем так, да, и вы вот с этой вот энергией помчите достигать что-то новое, что-то интересное. Ну, вы выходите из этой двойки мечей, а может быть, вы от чего-то откажетесь наконец-таки, увидите какую-то ситуацию, у вас случится как будто бы прозрение, вы просто себя от чего-то закроете, вы скажете: все, не хочу, я недоступен, я недоступна, мне вот это уже не надо, я не сливаю свою энергию зазря, у меня другие цели и планы на жизнь, I'm so sorry. Может быть и такое. Угу. Ну, это просто бинго, дорогие львы. Я рада за вас. Смотрите, пятерка пентаклей. Это может быть финансовые, конечно же, да, какие-то у вас ситуации. То есть вы вот буквально на одной какой-то ниточке висели. Может быть, у вас все плохо было с финансами какой-то достаточно продолжительный период. Была недостача, из-за этого вы чувствовали какое-то опустошение. Все-таки, да, для вас важна материя, вам нужно вот как-то подкреплять свое состояние, да, всем нам нужно на самом деле, да, но вам особенно, вы львы, вы должны чувствовать себя вот королем или королевой прайда, скажем так, поэтому, когда нет денег, мы, конечно, не чувствуем себя на коне, мы чувствуем себя скорее под конем, к сожалению, поэтому вот здесь говорят о том, что из пятерки пентаклей, из опустошения, из каких-то, может быть, долгов, каких-то проблем, неудач, потерь, да, опустошения внутреннего, здесь вот карта как-то отсвечивает. Ну, в общем, я думаю, что вы видите, у вас будет переход. Как раз-таки здесь и по карте суд, да, говорится о том, что вы проснетесь, вас разбудят и приведут вас в десяточку пентаклей в изобилии. То есть, если вы ждали каких-то денег, например, да, может быть, с какого-то проекта, как вариант, то здесь они придут. Будет какая-то помощь. Вообще, в принципе, в семье, может быть, наладятся отношения, вы соберетесь, например, со своими членами семьи, в конце концов. Да, но здесь вот все про деньги. То есть, опять же, если здесь у вас была нестабильная ситуация, неровная, вообще не знали, как с этими двумя монетками существовать, вы как-то вот жонглировали ими всю дорогу, и тут вам просто бац, да, приходят денежки, и это очень классно. Давайте еще посмотрим, что вас ждет. Рыцарь мечей. Это может быть какая-то резкая информация, очень быстрая достаточно, да, то есть либо же у вас будет очень много общения, взаимодействия, и оно будет достаточно такое какое-то мимолетное, вы будете много общаться, много созваниваться, то есть вот все будет вот так вот крутиться. Или же у вас будет вот такой настрой, да, и где-то злость, и где-то вот, что мне это надо, я хочу этого добиваться. То есть вы посмотрите, да, все рыцари выпали. То есть у вас энергии просто, вот я не знаю, что с вами, львы? Я прям, я в шоке. Я тоже лев асцендентный, поэтому прям очень интересно. Ну, я чувствую уже, если честно, вот этот вот подгоняющий настрой, что вот у меня начинает все злить, я хочу изменить полностью все, что у меня сейчас происходит в жизни, я хочу что-то новое, что-то более интересное, я хочу изучать новое, я хочу заработать еще больше денег, да, я хочу там себе кучу всего приобрести, и мне на это нужны ресурсы, и я думаю, так, что я могу сделать, что мне нужно для этого сделать, как я могу этого достичь. Я просто всех вокруг уже поставила на уши. Я рассказала там про какие-то свои, да, глобальные цели. В общем, у всех шок вообще, как ты это сделаешь? Я говорю, я не знаю как, но я этого хочу. Вот у вас ощущение, что будет такое же, да, что вы рвете и мечете, но я этого хочу, мне это надо, мне нужно все изменить. Вот у вас прям будет такое вот раздрайное такое состояние. Ну, это, кстати, круто. Это круто, потому что
Когда есть цель, когда она у вас появляется, тем более, если высшие силы вас как бы выводят на этот путь, да, показывают вам, вот ощущение, может быть, что у вас придет какой-то ответ, мы сейчас посмотрим для вас в подсказке, и вот этот вот переход, и оно все вот так вот закручивается у вас из какой-то вот нестабильности, вы, может быть, вам просто надоест, да, что вот у вас как бы недостаток каких-то ресурсов, финансов, может быть, внутри у вас какое-то опустошение, вас настолько задолбает, что вы скажете: все, не могу, не хочу, хочу все менять, и вас это будет и злить, и раззадоривать в тот же момент, да, и все-таки, как мы видим, у вас четверка жезлов, десятка пентаклей, классные карты, вы придете к тому, к чему вы идете в конце концов, да, то есть здесь никаких апокалипсисов точно у вас в апреле месяце не надвигается, что очень-очень радует. Давайте посмотрим, что же вас ждет, и совет от высших сил. Давайте достанем 3 карты. Что вот они бы вам хотели сказать, очень важное. Колесница, посмотрите, все дороги для вас открыты. Это просто бинго, я считаю. Расклад про то, что у вас переход. Вообще весь год, львы, для вас это огромный-огромный переход. Для вас реально открываются огромные возможности. Вам самое главное проснуться. Но вы таки проснетесь в этом месяце, потому что, да, мы видим по всему раскладу. Так, что еще? Карта умеренность. Посмотрите, у вас уже вторая карта на 2 разных колодах, умеренность. То есть это поиск какого-то баланса, гармонии с собой. Может быть, вы должны от чего-то отказаться, чтобы прийти вот к этой вот как раз-таки умеренности из всего расклада. Чтобы вам, в принципе, сделать этот переход, вам нужно от чего-то себя оградить. Может быть, вы от людей, от каких-то... Так, вот потеряла эту карту, где она у меня здесь? Может быть, вам, в принципе, нужно оградить себя от лишнего, от всего того, что вам мешает. Сказать, что все, мне это не надо, спасибо, я иду дальше. То есть, вот как-то так. Давайте еще посмотрим для вас совет от высших сил. Паж жезлов, посмотрите, активная творческая энергия. Опять же, да, мы смотрим и рыцарь жезлов у вас. То есть это начало, это что-то новое, это я хочу, я не знаю как, моя любимая фраза, я не знаю как, но мне надо. Это вот примерно то же самое, да, вот я хочу, мне надо, мне все интересно, я хочу что-то новое познавать, нет никаких вообще страхов, да, это такая детская энергия, с одной стороны, да, это очень круто, потому что не накручивайте себя. Зачем вам это? Оставьте свой где-то старый опыт, особенно негативный, да, где-то там позади. Начинайте с уверенностью, точно все получится. Так, давайте еще посмотрим. То есть высшие силы вам хотят сказать, что они поддерживают ваш вот этот вот настрой, да, они вам заложат вот эти вот задаточки. Угу. Нет, смотрите, выходите из этой четверки кубков, у вас будет десяточка кубков. То есть вот из этого состояния лени, какой-то апатии, у вас будет десятка кубков. Откажитесь от чего-то, поставьте на паузу то, что вас выводит вот на такие вот эмоции. Не смотрите на прошлое, смотрите только вперед. У вас энергии здесь дается очень-очень много и очень классно. Достаточно такая, да, мощная энергия, дороги все открыты, колесницы просто у вас выпало. Вам колесница — это все-таки про такую завоевательскую какую-то энергию, да, про то, что вам захочется, вот вы уже что-то, у вас есть какая-то стабильность, но вам вот нужно в другом направлении каком-то двигаться, и у вас все получится обязательно. Вообще еще могут быть здесь, кстати, поездки какие-то, да, может быть, в принципе, вы очень много за рулем находитесь или же за границу куда-то по четверке пентаклей, да, по четверке жезлов, можете поехать, то есть здесь и про поездки, и про переход на какой-то новый уровень у вас, да, все карты просто об этом кричат, дорогие львы. Расклад просто вообще потрясающий. У меня прям не хватает кислорода, воздуха, чтобы все вот это вот выразить. Очень крутой расклад. Ставьте лайки, принимайте, оставляйте комментарии обязательно. Наш канал растет, и меня это очень сильно радует, и меня это очень сильно мотивирует. Спасибо вам за каждый лайк, за каждый просмотр. Я очень-очень ценю. Записаться ко мне на личные консультации можно по ссылкам в описании. Напишите мне либо в Инстаграме, в директ, либо же в Телеграме, в личные сообщения. Я буду рада вам помочь. Прекрасного вам апреля, дорогие львы. Я вас люблю. Пока-пока.
Девы мои дорогие, привет! Это ваш второй прогноз на апрель месяц. Давайте скорее смотреть, что же вас ждет в апреле месяце, что Вселенная вам приготовила. И, конечно же, в конце мы посмотрим для вас подсказку от высших сил, что бы они хотели вам сказать, какой уголок хотели бы в вашей жизни подсветить, может быть, рассказать вам то, чего вы не видите или же не замечаете, или, может быть, уберечь вас от чего-то. Итак, смотрим. Сегодня у нас 3 колоды. Будем смотреть на абсолютно разных колодах, разные по энергетике. Итак, король мечей. Такая достаточно серьезная энергия у вас будет. Может будете решать какие-то вопросы. Да, много логики, много мыслей, много раздумий. То есть вы наготове, чтобы что-то изменить, как-то обрубить, может быть, какую-то ситуацию, да, готовы к какой-то информации, какой бы она ни была. Вообще холодный такой расчет, может быть, у вас здесь, может, что-то просчитываете. То есть такая энергия, да, особо безэмоциональная может у вас включиться. Может быть, в вашей жизни появится такой человек, король мечей. Это может быть, кстати, какой-то человек с государственных органов, да, опять же, как юрист, например, судья и так далее. Да, то есть тесное какое-то взаимодействие вот с таким вот человеком у вас будет в этот период. Так, что же еще? Угу. Ну, смотрите, двойка жезлов у вас и карта дурака. Какой-то новый переход у вас, новое начало, что-то, куда-то вы соберетесь, на что-то все-таки решитесь. Если у вас есть выбор, то делайте выбор в пользу нового, конечно же, да. Вообще здесь такая энергия детская. То есть вам нужно забыть вот про весь какой-то, может быть, ваш негативный опыт, какие-то страхи свои оставить и выбрать все-таки будущее, да, вот здесь у вас немножко некий переход, то есть вы еще мечетесь пока, вот вроде как по-старому или вроде как по-новому, вроде и страшно, а вроде бы уже и надо, да, и здесь вот все-таки по королю мечей действуйте именно исходя из логики. Старайтесь все-таки просчитать, может быть, да, какой-то свой следующий ход, следующий шаг. И такие возьмите этот узелочек и с легкостью пойдите туда, в это новое, как ребенок, да, который все хочет пощупать, изучить, он еще вообще не знает, что его ждет абсолютно, но он уже готов, он все равно рад, даже если ему будет больно, если что-то, может быть, не получится или пойдет не по плану, да, даже если план не сработал, то это тоже определенный, как говорится, план, поэтому как-то так. Давайте посмотрим, вот с чем вообще тут может быть переход, еще какую-то дополнительную информацию вам хочется открыть, что же это за переход такой. Верховная жрица, ого-го. Сила, о, может быть, у вас откроются какие-то тайные знания, ощущение, что тайное, может быть, что-то стать явным для вас, да, то есть благодаря этому вы сделаете какой-то правильный выход. А может быть, вы будете обращаться к жрице, да, которая обладает какими-то силами, какими-то знаниями, которая поможет вам таки сделать вот какой-то выбор, пойти во что-то новое, да, и как-то облегчить, в конце концов, ваш путь. Может быть, вы как раз-таки сейчас смотрите мой прогноз, и в конце вы услышите подсказку от высших сил, как вам поступить, да, то есть какая-то вот ниточка у вас таки зацепится. Вообще карта силы это, конечно же, про какое-то влияние. Может быть, вы будете влиять на кого-то, да. То есть силы у вас точно будут, это однозначно. Может быть, у вас сейчас апатия, да, все-таки только начало весны было, вы пробуждаетесь, и вот сейчас у вас начнется вот это вот, да, интересное такая, интересное приключение, я бы сказала, потому что по дураку тут начало чего-то нового, очень интересного. Вообще, по жрице даже, да, это может быть такая энергия немножко неуверенности в себе, где-то вы пасуете, что-то вот, может быть, вам как-то не нравится, вот вы такой вот по энергии более мягкие были, но сейчас изменится ситуация, и вот по карте сила, да, то есть вы будете таким, да, достаточно боевым человеком, плюс еще король мечей. Это все-таки про то, что я действую из логики, я действую, да, из каких-то, не из эмоций своих вот этих вот непонятных, да, которые сегодня есть, а завтра нет. Я все-таки просчитываю свои ходы, и это мне
приносит, да, какие-то определенные плоды. Давайте посмотрим еще, что же вас ждет на вот этой вот прекрасной колоде «Темный особняк». Она у меня новенькая, мне ее подарили, я очень рада ей в своей коллекции. Правда, она тяжеленькая, мне кажется, что я прям вот накачаюсь вместе с ней. Итак, пятерка мечей, ничего себе. А почему? Ага, ну я поняла. В общем, не обманывайте себя, если у вас есть какие-то мечты, цели. Если вы хотите больше, значит, вы можете сделать что-то больше, да, чем ничего, например, или чем вы себе поставили там какую-то цель, записали в блокнотик, а на самом деле у вас там вообще в планах, не знаю, выкупить Карибские острова, как, к примеру, ну, как вариант, да. Здесь говорится, что не надо обманывать себя, если вас кто-то, например, обманывал, вводил какие-то заблуждения, в иллюзии, выходите из этого и просто навстречу к своим мечтам. У вас нет времени абсолютно, но сейчас может ваша какая-то мечта сбыться. Самое главное, не поддаться какому-то обману, а может быть, кстати, это ваша энергия, что вы вот несмотря ни на что захотите прийти, так сказать, к своей мечте, к своим целям. То есть вы можете понять, что вот прямым, как бы таким путем я не дойду. Да, мне надо как-то обходными какими-то путями, не обязательно здесь обманывать кого-то, предавать, да, просто немножко схитрить, где-то, может быть, преувеличить, да, то есть как-то вот нужно варьировать между событиями, скажем так. Вот, ну, такой вот момент может у вас проиграться. Очень интересно. Давайте в конце, конечно же, посмотрим для вас подсказочку от высших сил, что они хотят вам рассказать, что хотят подсветить для вас. Ого, колесо фортуны, ну, вот это да. Старший аркан. Ситуация изменяется, да, меняется к лучшему. Кармические какие-то, может быть, события у вас были в этот период, вы это прошли. Из всего расклада, да, видно, что у вас действительно переход, обретение своей силы, уверенности в себе. Все-таки вы больше будете руководствоваться логикой, да, то есть четко будете выстраивать какие-то границы, принимать решения, может быть, работать с какой-то информацией, да, много какой-то вот информации у вас может быть в этот период, судьбоносные какие-то события, да, то есть апрель для вас, в принципе, будет судьбоносный, и высшие силы вам это говорят, что какие-то ситуации, которых вы точно не избежите, они произойдут. Интересно, девятка кубков, сейчас вам покажу. Смотрите, точно, точно, точно. Вот и состояние, да, неуверенности где-то, сомнений, сравнения вот этого всего. У вас, посмотрите, смена цикла, переходите в девяточку кубков и рыцарь мечей. Давайте поподробнее расскажу про каждую карту. Девяточка кубков – это, конечно, про наслаждение, про удовольствие, про изобилие также, да, то есть, смотрите, здесь и монетки есть, и чаши полные, то есть, в принципе, все хорошо, всего достаточно, что вы светитесь, такая энергия золотая. Золотая энергия, да, энергия солнца, это и творческий какой-то поток, это и уверенность в себе, это и радость в моменте, это наслаждение, да, от чего-либо. Вот, может быть, у вас какая-то ситуация такая произойдет, очень фартовая. Вообще апрель может быть очень фартовый, кстати говоря. Поставьте себе на заставку на телефон колесо фортуны. Да? Это очень круто, кстати говоря, работает. Поэтому я думаю, что вот апрель это будет ваш прям талисман и символ. Колесо фортуны. Можете загуглить, заскринить вот эту вот прекрасную карту и поставить ее себе на заставку. Она будет работать. Особенно тогда, когда вот вам очень нужно в какой-то ситуации, да, выпутаться, как-то выбраться, поставьте. Вообще лучше на весь месяц. Это будет вашим прям вот талисманом. Мне вот сверху это сказали. Рыцарь мечей. Да, рыцарь мечей, он рвется куда-то, он едет, какая-то поездка может быть, такая достаточно мощная энергия, может быть даже энергия где-то злости, то есть вот я хочу, мне надо,
и вот хочется со всеми как-то вот, да, кому-то доказать, что-то объяснить, ссориться, конечно, не надо, но в целом хорошо, потому что вот у вас энергия такая была плавная, да, и сейчас у вас будут активные действия. То есть, может быть, вы загоритесь чем-то, и состояние вот какого-то удовольствия, еще чего-то, вам захочется идти к новым берегам. Давайте еще одну карту для вас достанем, какой-то совет. Угу. Ну вот, посмотрите, даже две достала, чтобы уточнить. Тройка мечей и карта солнца. Да, вот карта солнца перекрывает просто троечку мечей. Говорится, что вашим страданиям наконец-таки настал конец. Ну сколько можно уже страдать в конце концов, да, у нас весна, лето на носу, классная погода, солнышко, вообще светлая полоса в вашей жизни. Все-таки солнце это старший аркан, да, и колесо фортуны у вас старший аркан. И это значит, что все вот эти вот события, которые мелкие какие-то, может быть, даже незначительные, то, что вы где-то сомневались, может, были не уверены в себе, ну все заканчивается. Вот эти вот страдания какие-то, да, боль душевная, вы открываетесь, и у вас открывается творческий поток, уверенность в себе. Карта Солнца это всегда классно. И в завершении вышла у нас карта Солнца, которая говорит, что все, светлая полоса в вашей жизни, это уверенность в себе, это творческий, конечно же, поток, да, то есть все будет очень-очень даже хорошо, вы будете сиять как солнышко для других людей в апреле, так точно. Не забудьте про то, что я вам сказала, да, колесо фортуны, можете заскринить эту карту или же можете найти ее, просто загуглив в интернете, да, колесо фортуны, и поставить ее себе на заставочку. Ну что ж, дорогие девы, это был ваш второй прогноз на апрель месяц. Надеюсь, что вам понравилось. Вы посмотрите, карта солнца вышла, да, и меня тут вот ослепляют лучики солнца. Вот это точно знак для вас. Апрель месяц будет знаменательный. Я надеюсь, что вам понравилось. Ставьте лайки, записывайтесь ко мне на личную консультацию в Телеграм или в Инстаграм. Я буду очень рада вам помочь. Оставляйте комментарии, это, конечно же, поможет моему каналу продвинуться. Еще больше меня мотивирует записывать для вас много полезной информации. Прекрасного вам апреля, дорогие девы. Пока-пока. Весы, дорогие мои, привет! Это ваш второй прогноз на апрель месяц. Посмотрим сегодня на 3 колодах, что же вас ждет. В конце посмотрим для вас подсказочку от высших сил, чтобы они вас направили, может быть, подсветили какую-то ситуацию, да, или что-то, что вы не видите. Поставьте лайк и подпишитесь обязательно, мне будет приятно, и, конечно же, это поможет моему каналу продвинуться. Итак, мы начнем. Смотрим, что вас будет ждать в апреле месяце, самые ключевые события. Ого, карта суд, перерождение, что-то новое. Ну, посмотрите, может быть, вы зависли в какой-то ситуации, и уже высшие силы, да, устали смотреть, как вы там барахтаетесь в какой-то ситуации, может быть, недооцениваете где-то себя в конце концов, вам нужно уже наконец-таки на переход какой-то, да, то есть на новый уровень, вас уже там ждут, высшие силы уже просто не выдерживают и говорят, что ну все, ну проснись уже, и вы таки проснетесь, да, то есть здесь какая-то перемена. И вообще здесь может быть также что-то связано с вашим родом будет происходить, как вариант. Может быть, обращение к своему роду, также как вариант. Мы еще сейчас посмотрим, да, какие карты будут дальше, и уже полная картина будет ясна. Ну, посмотрите, высшие силы вас пробуждают, очень интересно. Они вас пробуждают к активным действиям. Здесь очищение может произойти действительно, да, как переход на новый уровень. То есть что-то в вас такое загорится. Может быть, у вас сейчас, например, апатия, депрессия какая-то, или в принципе вас не устраивает ваша жизненная ситуация, да, ну, как вариант. Мы люди такие, нам всегда всего мало, нас всегда все не устраивает, да, то дождь, то снег, то все равно все не то. Ну, такова наша природа, вот так нас Бог создал, что поделать. Итак, здесь может быть какая-то ситуация, да, высшие силы вам покажут, что нужно делать, куда нужно идти, и вы таки отправитесь, вы примете вот этот вызов, да, эту подсказку от Вселенной, да, то есть что нужно наконец-таки уже активно действовать,
То есть здесь и творческая энергия также. Жезлы — это вообще такая интересная огненная энергия, да, про то, что я хочу, мне надо, то есть все интересно, вот огонь просто пылает, это вот такой темпераментный, да, человек, то есть, может быть, у вас будет прям действительно много эмоций, много какой-то энергии, вот вы загоритесь, будете к чему-то прям мычать, я бы сказала. Давайте на еще одной колоде посмотрим. Такая вот интересная, огромная, правда. Мне кажется, что я вместе с этой колодой накачаюсь, потому что она действительно прям увесистая такая. Итак, посмотрим, что вас еще ждет, какие-то события для вас очень важные. Ой, восьмерочка пентаклей, классно. Про работу. Да, может быть, какой-то проект вы начнете что-то делать, может быть, будете больше уделять времени работе. Но и что самое удивительное и классное, да, для вас здесь, конечно же, что деньги есть, потому что, посмотрите, да, все про деньги, то есть вы делаете новые деньги, и вот тут вот у вас уже, да, в процессе, в обороте что-то имеется. То есть это не просто, что вы сидите с двумя монетками, да, и взвешиваете их, а вы копите, зарабатываете деньги, да, то есть активно что-то делаете. Ого, карта мага. Все в ваших руках. Все в ваших руках, вы все можете. Маг управляет у нас 4 стихиями, то есть все зависит от вас. Здесь говорят, да, высшие силы все-таки, что вы можете что-то сделать. Если вы сомневаетесь, то вообще отбросьте вот это вот все в плане работы. Ну, посмотрите, это очень круто. То есть благодаря тому, что вы мастер своего дела, я даже понимаю, про что здесь речь, дорогие весы. Может быть, вы сомневаетесь в чем-то. В себе, например, да, у нас есть такое вот фома, чувство, как оно называется, в общем, то самое чувство, да, вот когда, да нет, я недостаточно, там, да я не знаю, да вот, как будто бы вот всегда вот чего-то как будто не хватает. Хотя по факту вы мастер своего дела, вы знаете, как это сделать. И если даже это какой-то новый проект, то у вас все равно получится, потому что у мага, да, он управляет 4 стихиями, он, в принципе, может сделать все. Вот, поэтому, и, конечно же, да, благодаря этому вашим каким-то стараниям, способностям, то, что вы можете, вы умеете, вы мастер своего дела, вы мастер вообще, да, в любых каких-то ситуациях в данном случае, это вас приведет к стабильности. Король Пентаклей, да, король Пентаклей, у него всегда есть деньги, у него есть накопление, он сидит на прекрасном троне, да, он особо не нервничает, он доволен, посмотрите на его лицо, да, все у него нормально вообще, все цветет и пахнет, как говорится, вот сзади дом, монетки поспевают, да, то есть все, в принципе, прекрасно. Здесь каких-то жалоб мы не наблюдаем так точно, поэтому если вы переживаете насчет денег, то здесь у вас будет работа. Конечно же, вам нужно все это взять в свои руки, да, вот карта мага говорится о том, что все в ваших руках. Вот как вы захотите, как вы сыграете, потому что маг это тоже, да, человек, который сам что-то творит, сам что-то делает. Если он действительно что-то делает, то, конечно же, благодаря его активным действиям, благодаря труду, каким-то проектам, да, что он делает, как раз-таки и будет вот такой вот прекрасный результат в виде стабильности, да, короля Пентаклей. Итак, давайте посмотрим еще, что же еще вас ждет. Угу. Ну, посмотрите, у вас прям какая-то апатия, грустинка напала. Я специально вытащила прям побольше карт, чтобы вот поподробнее разобрать вашу интересную ситуацию, дорогие весы. Состояние апатии, когда ничего не хочу, вот вам какие-то, может быть, предлагают варианты, да, может быть, что-то новое, вы не хотите, вы сидите вот над своими 3 кубочками и чахнете, что мне это не надо, не хочу, не принимаю, не буду, отгораживаетесь как-то, может быть, обманываете себя, да, вот вы выстраиваете свои какие-то границы, непонятно зачем, хотя по факту вам нужно начать все-таки
Да, Паш кубков это про такой романтический, легкий настрой, романтическое настроение, это какая-то легкость, какие-то легкие эмоции. То есть Паш кубков, он не заморачивается в каком-то прошлом опыте, грузе или еще чем-то. Он достаточно мягко настроен, да, здесь вот такая вот энергия. Ну, конечно, это может быть еще и что несерьезно, может быть, вам вообще к какой-то ситуации нужно отнестись не так уж серьезно, как вы себе, например, там напридумывали. Не знаю, в общем, что-то здесь такое. Но может быть, кстати, что вам кто-то будет какой-то вариант предлагать, и он для вас окажется, может быть, не самым каким-то положительным, да, ну, тоже такой вариант, но здесь, скорее всего, это вот где-то, наверное, 5%, что такое может быть. Здесь вот больше про ваш настрой, я это вижу, про то, что вы как-то вот себя почему-то защищаете от чего-то, хотя, не знаю, у вас все прекрасно и в плане работы, например, в плане денег, да. Давайте посмотрим, вот в любовной сфере у вас наклевывается ли что-то, что как вообще будет. Ну, у вас очень интересно, конечно. Вот в любовной сфере показывают вас императрицей, да, то есть тоже опять 3 карты достала. Показывают вас императрицей. В то же время вы очень холодны, то есть вы не особо проявляете эмоции, вы сосредоточены на каких-то своих мыслях, на своих планах, на своих идеях, на развитии больше. То есть, возможно, в данный момент, в данный период жизни, по крайней мере в апреле, так точно вас не особо интересует какая-то любовная сфера. Но если вас прямо интересует, то действительно это может быть про то, что вы станете, например, мамой, да, как вариант. Все-таки императрица это про какой-то уют домашний, про дом, да, то есть здесь может быть какое-то развитие в плане того, что ваше развитие как женщины, например, да, или как мужчины, что вам захочется иметь вот какой-то общий дом, уют с вот этой вот самой императрицей, да, или, может быть, вы захотите, например, перейти в какой-то статус, потому что вот королева мечей, она переходит как будто бы в императрицу. Может быть, вы захотите, например, с кем-то съехаться, да, со своим партнером наконец-таки. То есть, ну, вот такой вот момент может проиграться. Давайте посмотрим для вас подсказочку от высших сил, что они хотят вам передать, что они хотят вам сказать. Может быть, чего-то вы, например, не замечаете. Итак, карта дурака. Отдайтесь чему-то новому, наконец-таки, да, освободитесь от всего старого, у вас переход. Вам нужно начать что-то с нуля, не бойтесь. Дурак это про, может быть, про зарождение, вот как раз таки императрица у нас, да, может быть, вы забеременеете, например, да, или ваша женщина забеременеет, вы об этом узнаете. Либо же, конечно, это переход, ваш переход на новый уровень. Карта дурака вообще это очень-очень сильная карта, потому что дурак, он может быть кем угодно, да, и кем захочет. Ну, вот на самом деле. Поэтому все в ваших руках здесь на самом деле, дорогие весы. Не пасуйте, потому что по всем картам здесь только ваша, где-то может быть лень, где-то ваши мысли, которые вам мешают действовать активно. Ну вот опять же, смотрите, мысли, 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 мысли. Я вот хотела дополнительно какую-то карту, да, и мне вот туз мечей. Это все про ваши мысли. Это ваш мозг вас где-то обманывает, накручивает вас. Не надо ему верить. Нужно быть вот этим самым ребенком, обнулить вот эту вот прошивку у себя в голове, окунуться во что-то новое, забыть про какие-то страхи и так далее. Это очень сложно сделать на самом деле, но договориться с собой можно. Да, обмануть все-таки свой можно. И посмотрите, 8 кубков. Уйдите уже с старой какой-то ситуации, которая вас оттягивает наконец-таки. Ну, у вас тут прям все. Вот я пытаюсь какую-то карту новую, тут и карта смерти у меня, то есть трансформация, да, и карта колесницы здесь тоже мелькает. Это про то, что дороги у вас точно открыты в апреле месяце. Может быть очень классный переход, очень классные события благодаря тому, что вы избавитесь от своих страхов. От страхов каких-то, может быть, негативных мыслей или негативных людей, например, которые вас выводят вот на вот эти вот качельки, да, такие вот мысленные, я бы сказала.
Дорогие весы, это был ваш второй прогноз на апрель месяц. Желаю вам прекрасного месяца. Освободитесь уже от всего старого. Весна все-таки вы должны расцветать, сиять, и вы должны все-таки сделать этот шаг навстречу к чему-то новому и классному. Я уверена, что Вселенная вас в этом поддержит. Ставьте лайки, подписывайтесь, оставляйте комментарии. Записаться ко мне на личную консультацию можно, пройдя по ссылке в одной из моих социальных сетей. Пока-пока. Скорпионы, дорогие мои, привет, это ваш второй прогноз на апрель месяц. Добро пожаловать. Ставьте лайки, подписывайтесь, оставляйте свои комментарии. У нас сегодня 3 колоды, и мы посмотрим в конце для вас подсказочку от высших сил, что же они вам сокровенное хотят поведать, может быть, открыть глаза на что-то, или же подсветить то, чего вы не замечаете или не хотите замечать, да, и вам уже пора, например, отправиться к каким-то новым берегам. В общем, давайте начнем смотреть. Итак, карта повешенного. Состояние, может быть, жертвы, да? Вы себя ощущаете, возможно, так, в жертвенной какой-то позиции, отдаете себя чему-то, жертвуете чем-то ради чего-то. Мы еще, конечно, посмотрим дальше, что у нас будет по трактовке, да. Угу. Ну, смотрите, очень интересный, конечно, расклад. Жертва, да, то есть ощущение, что высшие силы вмешиваются в какую-то вашу ситуацию, чтобы вы выбрали. То есть вам нужно сделать какой-то выбор, может быть, наконец-таки, да, решится какая-то ситуация по справедливости, что вас выведет этого что-то новое. То есть вот эта ситуация, что вы были в жертвенной такой позиции, то сейчас, конечно, высшие силы говорят вам, что у вас будет переход во что-то новое. Это вот старое останется позади. Вы будете рыцарем жезлов, человеком, который хочет идти к новому, который горит своей идеей, своим будущим, которому интересно что-то новое. Да, это активность. Смотрите, у него конь скачет, он довольный со своим жезлом, мчится к своей цели во все оружии, как говорится, да, то есть творческая какая-то энергия. Ну вот опять же, да, не зря я начала приветствие с того, что вы чего-то не замечаете. У меня в потоке это прям и шло. Вот, возможно, вы зациклились на какой-то ситуации, на какой-то неудаче, вы смотрите на вот эти вот кубки падшие и думаете, ну все, у меня больше никогда не будет таких вариантов, у меня больше никогда не будет такого партнера, или вот все идет не так, как надо. Но на самом деле вот сзади вас, буквально рядышком с вами есть 2 кубка, да, вот один прям близко, другой чуть-чуть подальше. То есть всегда есть варианты, всегда у вас может быть что-то еще помимо этого на самом-то деле, а вы просто не замечаете, потому что вы сконцентрированы на какой-то неудаче, на чем-то, что вообще уже не стоит давным-давно вашего как раз-таки, да, внимания. Может быть, это горечь по прошлым отношениям, как вариант. Но здесь говорится, что вам нужно уже наконец-то избавиться от вот этих всех ситуаций, да, не чувствовать себя жертвой обстоятельств, что вот так вот получилось, может быть, меня там предали или что-то вот такое произошло страшное, что вас вот до сих пор это очень сильно тяготит. И, конечно же, имеет место быть, да, прожить эти эмоции, но главное в этом не зависать от слова совсем. Так, давайте посмотрим на еще одной колоде. Такая вот она интересненькая, красивенькая. Напишите, кстати, в комментариях, какая колода вам больше всего нравится. По картинкам у нас сегодня их 3. Итак, вот сразу две карты. Ну, посмотрите, колесница. Вот здесь у вас такая двойственность, да, по двойке жезлов. И здесь вот карта влюбленные. Сейчас поподробнее объясню. Влюбленные это может быть про выбор в первую очередь. Выбор себя, например, в этой ситуации. Да, вот она стоит, подглядывает за ними. Но на самом деле нужно просто уйти и сделать выбор в пользу себя, выбрать себя в этой ситуации, да, и не выбирать другого человека и вот эту вот всю романтическую какую-то непонятную историю, да. Колесница говорит, может быть, вам нужно уже выехать наконец-таки с этой ситуации, потому что у вас другие дороги открываются, и из всего расклада мы это прекрасно видим, да, что что-то новое для вас Вселенная подготовила, то, что вы как раз-таки заслужили по справедливости.
дорогие скорпионы, не зацикливайтесь на этой ситуации, и тем более не позволяйте, да, быть на каких-то вторых, например, планах, если у вас есть какой-то любовный треугольник. Да, выбирайте себя, любите себя, потому что здесь весь расклад об этом, что, может быть, у вас какие-то другие партнеры, в конце концов, посмотрите, есть рядом с вами, да, и более лучшие, но вы почему-то отказываетесь смотреть правде в глаза. Давайте посмотрим какой-то, ну, смотрите, вы выбираете светит в отшельниках, да? На дне колоды просто карта отшельника. Так, посмотрим подсказочку от высших сил для вас, что же вам важно знать. Так, рыцарь кубков. Посмотрите, может быть, у вас будет свидание, как только вы завершите горевать, страдать. Вот высшие силы вам говорят, что вот-вот буквально, действительно, ты не замечаешь чего-то, а у тебя человек просто на пороге с цветами, романтик, просто посмотрите. То есть все-таки нужно избавиться от старого, отказаться от старого, выбрать, сделать выбор в пользу себя. Вот как только вы сделаете выбор в пользу себя, у вас тут уже кто-то на пороге. Так, ну посмотрите, творческая какая энергия, какой поток, какая уверенность в себе, радость. Это чувство радости, карта Солнца. Это просто, это крутая карта, да, это старший аркан. Высшие силы вам говорят, что у вас светлая полоса в вашей жизни, вам вообще не стоит расстраиваться. У вас, в принципе, по всему раскладу очень даже хороший, да, вот, и кроме того, что вы почему-то горюете по-старому, то есть вы что-то сравниваете, может быть, вы, например, сравниваете партнеров, как вариант, что ну, тут вот недостаточно, или вот это вот не то, что было у меня до этого, и вот как-то вот вы придираетесь, может быть, вас это сильно расстраивает, да, то есть, ну, не надо это делать. Все уникальны по-своему, и вы не знаете, что, может быть, новый человек еще лучше предыдущего. Всегда нам дается лучшее, да, то есть с каждым разом нам дается лучшее и большее, поэтому точно не сомневайтесь в этом. Давайте еще одну карту для вас вытащу все-таки. Ну, посмотрите, король жезлов, может быть, вы будете тем самым королем жезлов и девяточка кубков. А может быть, у вас на пороге появится тот самый король жезлов, да, такой огненной стихии. Это может быть, кстати, Овен как вариант, или это же может быть Лев также, да. Или же это может быть стрелец. Ну, не обязательно по знакам зодиака можно не привязываться, но вот такой человек может у вас заявиться в этот период, и у вас будет вот прям чувство радости, удовольствия. Посмотрите, здесь также такая, да, достаточно солнечная энергия, дорогие скорпионы. Ну, смотрите, либо же вы будете тем самым королем жезлов, который хочет что-то, добивается, да, то есть творческий какой-то поток здесь прям мощный, видно из всего расклада. Может быть, до вас, вот пока вы были в какой-то жертвенной позиции, вам какие-то идеи приходили, например, да, и сейчас то самое время по рыцарю жезлов вы придете к тому, что нужно этого достигать, нужно что-то делать, нужно брать себя в руки, выбирать все-таки себя, да, по карте влюбленные, не забывайте, ну и колесница также говорит о том, что вам все-таки нужно сделать этот самый переход и выбор в пользу себя. Потому что дороги у вас открыты, и Вселенная вас в этом поддерживает. Да? Высшие силы вам об этом говорят. Что попробуй, да? Не заморачивайся, не зацикливайся на старом. Новое, вот буквально в шаге от тебя, а ты этого не замечаешь. Поэтому, дорогие мои, открываем глазки. Вселенная вам благоволит в этом месяце. Прекрасный месяц, прекрасный расклад. Я думаю, что вам понравилось. Ставьте лайки, оставляйте комментарии, принимаю. Я надеюсь, что я вам была полезна. Прекрасного вам апреля, дорогие мои. Пока-пока. Стрельцы, дорогие мои, привет! Это ваш второй прогноз на апрель месяц. Давайте посмотрим, какие тенденции меняются у вас в апреле. И в конце, конечно же, посмотрим подсказочку от высших сил специально для вас. Может быть, Вселенная вам расскажет или подсветит вам какой-то аспект вашей жизни и даст вам именно то самое направление, что изменит кардинально всю вашу жизнь. Интересное у меня приветствие для вас. Значит, что-то действительно судьбоносное вас ждет в этом месяце. Итак. Восьмерочка мечей и шестерочка мечей. Как интересно. Смотрите, как выход из каких-то ограничений,
Сами себя, может быть, чем-то ограничивали, или, может быть, были связаны какой-то ситуацией, не получалось что-то, например, да, или же обстоятельства так складывались, что вы не могли действовать, не могли, например, куда-то выезжать за границу, может быть, просто не могли действовать и предпринимать что-либо, изменить какую-то ситуацию вы не могли. Сейчас эта ситуация как раз-таки раскроется, да, или у вас появятся какие-то возможности, чтобы действовать и уйти от вот этих вот ограничений. То есть вы в этом месяце выходите из ограничений, с чем я вас поздравляю, это прекрасно. Четверочка пентаклей и десяточка жезлов. О, как интересно, какие интересные карты. Смотрите, у вас прям завоевание какое-то, отстаивание каких-то границ, стабильность какая-то, накопительство. То есть, может быть, кто-то вас обманул, нечестно с вами поступил. Вы уже это прекрасно понимаете, будете себя отгораживать от всей вот этой вот истории, да. Может быть, в плане денег вот у вас было не совсем хорошо. Вот опять же, восьмерка мечей, это про какие-то ограничения, которые у вас были. Но с самого начала, да, мы увидели, что шестерка мечей говорит о том, что эти ограничения заканчиваются, вы из них выплываете, вы уходите к новым берегам. Поэтому вот эта вот ситуация, она у вас уже, да, происходит, и она у вас разрешится как раз-таки в апреле месяце. А вообще вот по четверочке пентаклей здесь такой совет, да, то есть лишний раз не тратить какие-то свои ресурсы, может быть, именно в этом месяце вам придется где-то как-то себя урезать, да, какой-то бюджет, может быть, более спланированно, рационально подходить к своим каким-то покупкам, то здесь растрачивать не надо. Да, вот здесь вот может быть то, что вам придется накопительством каким-то заниматься и больше обращать внимание на свой ресурс. А вообще, здесь может быть какой-то человек, который пытался вас как-то обмануть, ввести какое-то заблуждение, вы это прекрасно поймете или уже понимаете, о чем идет речь, да, если понимаете, то все, выстраивайте границы этого человека, боритесь за свои права. Здесь вот вам такой совет. Давайте на еще одной колоде посмотрим. У нас сегодня 3 колоды для вас. В конце посмотрим для вас, конечно же, совет от высших сил. Итак. О, рыцарь жезлов. Это такая боевая энергия, творческая, огненная, темпераментный человек, который, да, поставил себе какую-то цель, и он к ней мучит. Несмотря ни на что, дух такой завоевательский, да, то есть если что, он огреет этой самой палкой, кого надо, вот, может быть, того самого человека, который пытался вам тут что-то интересное рассказать да поведать. Но не удалось у этого человека, потому что забрали у него все мечи, настучали ему, скорее всего, и отправились дальше завоевывать свои берега. Вот так вот. Так, давайте еще достанем карту. О, шестерка жезлов. Классно. Какое-то классное событие грядет. Может быть, кто-то вас позовет на свадьбу, как вариант, да, на какой-то праздник. Или, может быть, вы получите предложение о замужестве, или же вы решите жениться, да, может быть, у вас на эти даты как раз-таки, да, в апреле месяце запланирована свадьба, и вот сейчас вы будете все это дело проводить. Ну, вот поэтому у вас так много, да, таких каких-то задач, накопительства, то есть вы не можете, у вас все под расчет, то есть, да, все-таки это занимает действительно такие достаточно серьезные ресурсы, подготовка к свадьбе и так далее. То есть, ну, такой вариант. Может быть, просто вы будете действительно на празднике праздновать что-то, может быть, помолвка какая-то в кругу, например, семьи. Вообще, это какие-то хорошие события, которые вас ждут в этот период. Так, ваш пентаклей. И двойка жезлов. Вот что-то вы будете здесь выбирать, что-то будете выбирать, может быть, начнете что-то новое, может быть, какие-то новости к вам придут в этот период. А вообще двойка жезлов это про переход, это что-то прошлое, может, будете что-то сравнивать, например, да, может быть, какого-то человека будете сравнивать, этого пажа как раз-таки. Интересно. Ну, вообще двойка жезлов, конечно, это про будущее, да, и настоящее, что вы можете немножко подвисать. Подвисать, но здесь вам говорится, что вы должны принять энергию рыцаря жезлов, то есть активно действовать и мчать к своим мечтам, к своим горизонтам. То есть вам сейчас нужно из вот этих вот ограничений, восьмерочка мечей, которые мы изначально видели, вам нужно от этого уйти, освободиться.
Да, очень интересно. Давайте посмотрим для вас подсказочку от высших сил, что они хотят вам сказать, может быть, что-то подсветить очень важное, чего вы не замечаете. Итак, карта мага. Посмотрите, карта мага и королева пентаклей. Все в ваших руках. Расскажу про карту мага, про то, что вы можете управлять ситуацией. То есть, что бы ни было, все в ваших руках. Вы мастер своего дела. Вы можете себя вывести из вот этой вот четверочки пентаклей, какого-то, может быть, накопительства, да, где-то вот, что вы не можете, например, выйти за рамки какого-то своего бюджета, то здесь говорится, что вы сами кузнец своего счастья, да, что у вас все, в принципе, ресурсы для этого есть, потому что все-таки маг, он у нас управляет всеми 4 стихиями. И маг именно тот человек, который вот всем вот этим вот заправляет, управляет, да. То есть здесь все-таки совет быть тем самым управленцем, тем самым магом, творить чудеса в своей жизни, верить в чудеса, конечно, в первую очередь, да, и королева Пентаклей, то есть с деньгами здесь каких-то проблем точно нет. Здесь про то, что действительно нужно сосредоточиться, нужно принять новую энергию, то есть загореться, может быть, чем-то, может быть, найти какую-то свою новую цель, да, для того, чтобы сменить вот эту вот энергию. И все получится. Давайте еще одну карту для вас вытащу. Влюбленные, ну, посмотрите, выбор. Сделайте выбор в пользу себя, конечно же, да, и в пользу своих каких-то целей однозначно. Вообще это достаточно такая творческая карта, то есть если вы достаточно такой творческий человек, то стоит этим заниматься, стоит взять себя в руки, и у мага, да, у него все получается. Потому что он мастер, мастер всего. Все 4 стихии ему подвластны, а это значит, что все, что этот человек не задумал, у него обязательно получится. Я думаю, что карта мага на апрель месяц, она будет вашим талисманом. Можете заскринить ее или же найти в интернете эту карту и поставить себе на заставку на целый месяц. Она будет приносить вам еще больше сил, еще больше уверенности в себе, дорогие стрельцы. Итак, это был ваш второй прогноз. Я надеюсь, что вам понравилось. Оставляйте комментарии, мне будет очень приятно. Наш канал растет. Я очень рада новеньким, нас очень много становится. Для меня это, конечно же, огромный-огромный звоночек, что я вас радую, и вы меня радуете, и мне нужно продолжать дальше. Оставляйте комментарии, подписывайтесь, ставьте лайки, записывайтесь на личные консультации на Таро в одной из соцсетей, которые указаны у меня в описании. Прекрасного вам месяца. Помните, что вы управляете своей судьбой. Пока-пока. Козероги, дорогие мои, привет, это ваш второй прогноз на апрель месяц. Давайте скорее же смотреть, что вас ждет, какие тенденции будут меняться в вашем гороскопе в апреле месяце. И, конечно, в конце мы посмотрим на колоде Таро Светлого Провидца совет от высших сил для вас, что же они хотят вам подсветить, что же они хотят подсказать для вас. Сегодня у нас 3 колоды, на которых очень разная энергия. Давайте смотреть, что вас ждет в апреле. Троечка пентаклей. Какой-то проект, может быть, с которого вы начнете, может быть, даже с 3 людьми, да, то есть у вас может быть целая компания, которая будет заниматься работой активно. Может быть, работа, да, на работе вам посвятят какой-то проект, которым вы будете как раз-таки заниматься. То есть, вот, возможно, вы будете как предводителем всего этого. Конечно, творческая энергия, запал вот этой вот энергии у вас может быть. Карта отшельника. Человек, который идет по своему пути, который знает, куда ему нужно, может быть, отстраняется от всего лишнего, от лишнего шума. Может быть, как раз-таки вы занимаетесь каким-то проектом и поймете, что вы можете что-то вот достичь сами, идете, вы точно знаете, куда вы идете. Может быть, у вас поставлена какая-то глобальная цель, например, на этот год или на ближайшие несколько лет, и вы будете четко идти по этому направлению, потому что отшельник, он очень мудрый, он знает, чего он хочет, ему не надо огромные какие-то компании, еще что-то, да, то есть он самостоятельно прекрасно понимает, куда он идет. Угу. Ну, здесь вы можете быть той самой королевой мечей, да,
то есть безэмоциональной особо дамочкой, во имя каких-то своих достижений, продвижения какого-то вы будете как-то манипулировать, да, где-то не договаривать, играть, может быть, даже в том плане, что не показывать своих чувств на самом деле, да, то есть или не договаривать что-то, может быть, это привирать, да. Такое, что вы, например, что-то не захотите договаривать кому-то, или же будет такая женщина, которая попытается вас как-то обмануть, вам что-то недосказать, и вам очень важно вот это вот предвидеть, эту всю ситуацию, да, чтобы вас не загнать в какой-то тупик, например. Может быть, это, кстати, женщина, которая вот работает в каких-то госорганах, может быть, юрист, да, или какие-то вот такие документы, да, то есть работа с информацией. Вот, то есть перепроверяйте какую-то информацию, чтобы вас не обманули в апреле месяце, обязательно. Так, что еще? Восьмерка мечей. Ну вот смотрите, да, может быть пятерочка мечей, это какой-то вот обман, что-то вам, может быть, вы не увидите, не прочитаете какой-то договор, что подпишете, а потом выяснится, что там какие-то другие условия, которые вас как раз-таки ограничивают, а вам это совершенно не надо. Поэтому здесь обязательно перепроверяйте информацию, особенно если вы, например, хотите куда-то поехать. Это касается какой-то поездки, может быть, чтобы в итоге не оказалось, что вы, например, не можете там, вылететь или еще что-то, какая-то может быть проблема с документами. Поэтому проверяйте, перепроверяйте, чтобы не было каких-то казусных ситуаций у вас, дорогие козероги. Итак, давайте на второй колоде посмотрим, что вас ждет. Какие еще события очень важные для вас. Паж жезлов. Окей. Достану сразу 3 карты для вас. Семерочка кубков у нас. И умеренность. Как интересно. Сейчас посмотрим. Чем-то вы можете загореться в этом месяце. Новый какой-то проект. Вообще, Паш, это, конечно, такая энергия «хочу». Не знаю, как, но мне надо. Это моя любимая фраза. Не знаю, как, но мне надо. Хочу достигать, хочу вот это, хочу все, все интересно. То есть как ребенок. Такая достаточно детская энергия. Может быть, где-то даже местами неуверенная в себе, но вот четко хочу и все. И ты меня не переубедишь. Он с этой вот палкой довольный, будет махаться с кем надо, да, но доказывает свою какую-то правоту. Вообще, семерочка кубков и карта умеренности. Ощущение, что вы будете искать в этом месяце какой-то баланс между какой-то материей, может быть, своими мыслями, потому что, опять же, да, вот тут восьмерка мечей, это может быть про ограничения, которые вы сами себе выстроили, оно у вас в голове, вы себя загоняете сами в какие-то иллюзии, да, и потом пытаетесь найти какой-то покой, какую-то гармонию, то есть вот можете сами себя где-то обманывать, что-то себе не договаривать, да, как вариант тоже. Ну или кто-то же может вас вгонять вот в эти вот иллюзии, наговорить вам чего-то, вот та самая королева мечей. Это может быть, кстати, и мужчина, просто вот в таких достаточно холодных энергиях, воздушная стихия, это может быть водолей, это может быть весы по знаку зодиака, ну, как вариант, да. Поэтому будьте внимательны, конечно, не дайте себя надуть и не дайте себя вогнать в вот это вот состояние иллюзий какой-то, да, чтобы вам там не наговорили каких-то сказочек, может быть, касательно какого-то проекта, кстати говоря, то есть если вы понимаете, что оно очень сомнительно, вот что-то там нечисто, то перепроверьте эту информацию. Или прежде чем что-то подписывать, тоже перепроверьте это на всякий случай. Давайте посмотрим для вас подсказочку от высших сил, что вам очень важно знать. Королева кубков. Угу. Интересно. Королева кубков. Вы можете отгораживаться от кого-то. Вот тут у вас прям 2 человека, от которых у вас почему-то такое вот состояние, да, не самое лучшее. То есть вам эти люди приносят какую-то ложку дегтя, а вашу бочку меда. Так, а давайте еще посмотрим, потому что достаточно запутанная такая ситуация. Угу. Вот высшие силы вам говорят, нужно уходить. Вот карта Иерофанта прям вышла, да, и восьмерка кубков. Как бы там ни было, ну, оставьте это позади себя и идите вперед. Не давайте вот кому-то выгнать себя в иллюзии. То есть тут может быть и королева кубков, и королева мечей. Вот, скорее всего,
Да, какие-то люди могут быть, может быть, вот как раз-таки, смотрите, да, до меня дошло. Проект с кем-то, кто-то вам предлагает, те самые две женщины, да, и королева мечей, и королева кубков. И как-то вот оно все очень сомнительно и непонятно, могут быть ограничения, как вариант. И тут совет все-таки оставить это и уйти. Но высшие силы, я думаю, что вас поддержат в этом, потому что сама карта Иерофанта вышла. Это про очищение, про то, что вам покажут все-таки путь. То есть доверьтесь Вселенной, они обязательно вам да, покажут, куда идти, как идти. Давайте еще карту достанем для вас. Карта влюбленные. Интересно. Ну, смотрите, для кого-то, у кого есть такая ситуация, вы знаете, какой-то треугольник, например, любовный, да, делать выбор в пользу себя. Или вы понимаете, что человек какой-либо, да, и вы как бы не единственный, не единственная опция у этого человека, то, конечно же, нужно выбирать однозначно себя. Не нужно участвовать в каких-то треугольниках. Цените себя и любите себя, дорогие козероги. Это был ваш второй прогноз на апрель месяц. Ставьте лайки, оставляйте комментарии. Мне будет очень приятно. И, конечно же, это поможет моему каналу расти. Нас становится больше. И меня это очень-очень радует и дает мне, конечно же, знак, что мне нужно делать еще больше контента для вас. Я его делаю всегда с любовью, с огромным трепетом. Я надеюсь, что вы это тоже чувствуете. Записывайтесь на личные консультации, проходя по ссылкам в описании к этому видео. Пока-пока. Водолеи, дорогие мои, привет, это ваш второй прогноз на апрель месяц. Давайте скорее смотреть, что же вам приготовила Вселенная. И, конечно же, в конце расклада я посмотрю для вас совет и подсказки от высших сил, что они хотят вам рассказать, может быть, чего вы не знаете, или же предостеречь вас от чего-либо. Давайте начнем. Сегодня у нас 3 колоды. Разные энергетики у колод. И, конечно же, это классно, потому что с разных сторон мы можем посмотреть, да, учитывая разную энергетику. Итак, первая карта у нас Паж жезлов. Посмотрите, классно. Вы чем-то загоритесь. Вообще это такая достаточно интересная энергия, да, когда я все хочу, мне интересно, я что-то познаю, иду, начинаю что-то новое. Достаточно такая вот темпераментная натура у вас может быть, такой настрой интересный, да, что что-то в вас загорится такое. Это всегда про что-то новое, это про начало, может быть, какой-то новый проект у вас, например, будет, да, и у вас обновится энергия. Ну, посмотрите, вы из пажа жезлов в рыцаря мечей просто, у вас такой в месяце будет энергия интересная, да. То есть сначала вы хочу, 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 а потом вас начнет настолько подстегивать, что вы начнете просто мчаться, бежать к этой цели, несмотря ни на что, обрубать что-то лишнее, да, может быть, гнаться за какой-то информацией, получать, в конце концов, какую-то информацию. Мгм. Ну, знаете, ощущение, что у вас разбитое сердечко было, да? В апреле месяце ситуация изменится, потому что у вас вот на фоне этого всего были какие-то ограничения, то есть вы не могли действовать. Ну, конечно, да, когда у нас такие неприятные ситуации, у нас состояние шока, ступора, и мы не особо-то рвемся куда-то, чтобы достигать какие-то новые, там, не знаю, вершины и так далее. Но вот карта силы еще у нас здесь показывает, что конечно же, у вас изменится энергия, как мы уже изначально посмотрели, что у вас энергия такая достаточно боевая будет, завоевателя, и сила вам будет дана, может быть, вы сможете кого-то, например, покорить, да, то есть, посмотрите, она гладит льва, и он даже вообще не пикает от слова совсем, потому что он понимает, что, ну, что ему делать, тут уже мной уже овладели, я уже прям вообще даже не знаю, лев ли я. Поэтому благодаря вот своей какой-то мягкости, может быть, это для вас и такой совет и подсказка, что не действовать вот как вот рыцарь мечей, да, то есть не рубить, может быть, с плеча, а все-таки где-то, вот где-то быть как рыцарь мечей, то есть резко где-то, а где-то нужно просто вот благодаря своей вот этой внутренней силе и мудрости как-то мягко, плавно поглаживая углы,
или поглаживая кого-то по голове. Да, вот так вот и можно завоевать горизонты, скажем так. Давайте на еще одной колоде посмотрим для вас какие-то подсказочки на апрель месяц. Вывалились карты. Давайте посмотрим, что еще вас ждет интересного в этом месяце, в апреле. Ох, десятка кубков, посмотрите. Наслаждение, удовольствие, дом полный чаш, да. Ситуация меняется. Вот, может быть, у вас было разбитое сердечко, а сейчас Вселенная вам дает как раз-таки изобилие. Это удовлетворение, наслаждение своим состоянием, вообще тем, что у вас вокруг, да, может быть, в семье какая-то не складывалась у вас ситуация, или были какие-то, да, непонятные такие, может быть, разборки какие-то были, да, или вы друг друга не понимали, не могли как-то действовать, не могли объясниться даже, да, такое бывает, не могли что-то понять, или вас партнер не мог понять, и вот сейчас изменяется ситуация, все довольны, все счастливы. Ну, ого, ну карта силы, ну вторая просто, вы посмотрите, ну это вообще очень интересно. Два старших аркана, у вас будет сила. Посмотрите, ну вот благодаря вашей какой-то мудрости, может быть, даже такой вот обтекающей какой-то энергии, у вас получится и высшие силы вам дают энергию. Мне вот интересно знать, а с чем это связано? Вот сейчас посмотрю. Угу, императрица. Карта жрицы. Ну, точно. Может быть, какие-то тайные знания у вас. Может быть, вы, в принципе, себя почувствуете как-то по-другому, что вам не захочется. Вот императрица, она же управляет, да, то есть она просто дает приказы. И все. Ей не надо вот рваться, метаться, еще что-то делать, там из штанов, простите, вылазить, как-то выпрыгивать, да. То есть она вот спокойненько себе, и вот благодаря этому как раз-таки идут какие-то свершения, достижения. Вы при своей силе, вы прекрасно знаете свою силу, свои какие-то возможности, и вам не надо вот лишний раз куда-то, да, кому-то доказывать, что-то мчать. И вот тут вот интересно вытащила карту звезды, может быть, исполнение какого-то вашего давно загаданного желания в этот период, в апреле месяце, вполне себе. И вот благодаря какой-то вашей энергии, вашей силе. То есть это все заслуженно к вам придет, дорогие водолеи. Давайте посмотрим для вас подсказку от высших сил на апрель месяц, что они хотят вам сказать. Может быть, вы чего-то не замечаете. Карта дурака. Отдаться чему-то новому, не бояться новых проектов, не бояться как-то вот обновиться, да, вступить в новый, может быть, какой-то коллектив, может быть, начать что-то новое заново, может быть, отпустить какие-то просто даже старые обиды, да, то есть не бойтесь, начните, это вообще очень сильная карта действительно в колоде. Высшие силы, да, так как мы смотрим именно подсказку от высших сил, они вам говорят, что вам нужно довериться им, может быть, обратиться к ним, может быть, вы забываете, обращаться к высшим силам, просить у них какой-то помощи. И здесь говорится, что доверьтесь, доверьтесь, попросите и доверьтесь обязательно. Так, что еще? Ну, королева Пентаклей. Стабильное материальное положение. Здесь вообще можно даже не переживать, потому что у вас вот все, что вам полагается, оно придет еще. Плюс карта императрицы говорит про изобилие. Да, и это очень прекрасно. Плюс карта силы, у вас очень много старших арканов, и это классно. У вас может быть какое-то начало, переход. Самое главное довериться. Поставьте себе на заставку вот эту вот прекрасную карту, карту шута, да, которая говорит о чем-то новом, о легкости какой-то. Не обременяйте себя, будьте как ребенок, да, потому что шут, он все-таки такой веселый, довольный, не думает ни о чем. Порой действительно нужно сменить эту энергию, позволить себе быть тем самым шутом, да, чтобы жизнь казалась легче, играть в эту игру под названием «Жизнь». Дорогие водолеи, это был ваш второй прогноз на апрель месяц. Ставьте лайки, оставляйте комментарии, мне будет очень приятно, и, конечно же, это будет помогать моему каналу расти. Прекрасного вам апреля. Записывайтесь на личные консультации, пройдя по ссылкам в описании к этому видео. Пока-пока.
Рыбы, дорогие мои, привет! Это ваш второй прогноз на апрель месяц. Давайте скорее посмотрим, какие тенденции вас будут ждать в апреле месяце. И в конце, конечно же, посмотрим для вас подсказочку от высших сил, что же они хотят вам посоветовать, рассказать, может быть, подсветить какую-то часть вашей жизни, которую вы не замечаете. У нас сегодня будет целых 3 колоды, разные по энергетике, чтобы мы могли прям точечно разобрать ваши аспекты и что же вас ждет. Итак, первая колода. Королева мечей и семерочка пентаклей. Интересно, может быть, вы ожидаете каких-то новостей какой-то женщины, да, урожая какого-то в этот период. Угу. Вообще очень интересно, потому что у вас в этот период может быть действительно какой-то переход на новый уровень. Вы можете прям действительно быть в такой энергии, что вам захочется отстаивать свои какие-то границы, свои права. Но высшие силы вам здесь говорят, что да, мы все видим. Мы хотим, чтобы ты наконец-таки перешел или перешла на новый уровень. То есть мы об этом точно позаботимся. Может быть, вы топтались на одном месте какой-то период, какое-то время, прям солнце начало светить. Это прям знак для вас, да, что все будет очень-очень даже хорошо. Вот, поэтому высшие силы точно заставят вас перейти, сделать вот этот вот шаг во что-то новое и что-то очень-очень интересное. Вообще, может быть, ожидание каких-то финансов, да, может быть, ожидание чего-то. Сейчас вы посадили семена и ожидаете, да, когда вот наконец-таки вы получите этот урожай. Возможно, у вас появится на пороге какая-то королева мечей, или же вы будете той самой королевой мечей, да, достаточно такой расчетливой, логичной, то есть меньше эмоций, больше каких-то действий, больше какой-то информации. Может быть, вы будете взаимодействовать с человеком, который, например, работает юристом или в каких-то государственных органах, да, который непосредственно владеет какой-то информацией. Здесь может быть какая-то даже история такая судебная, да, то есть вы будете активно вот этими моментами заниматься. И вот ощущение, что может быть это даже связано как-то с вашим родом, с вашими родственниками, то есть вы будете бороться за какие-то свои права. Очень интересно. Вообще, конечно, это говорит о том, что карма не дремлет, да, и все будет по справедливости. То, что вы заслужили в этот период, вы это обязательно получите. Высшие силы все видят, они наблюдают за вами, да, и как бы точно в стороне не останутся, да, наблюдать, что что-то может быть несправедливо. Помните всегда, что все справедливо в этой жизни. Давайте посмотрим еще, что вас ждет в этот период. Карта жрицы. Так. И шестерка мечей. Семерка жезлов. Интересно. Может быть, что-то тайное, что-то что-то вообще, чего вы, например, не видели, не замечали. Сейчас эта информация к вам придет в руки. Вот в апреле месяце вы получите эту информацию, что-то станет для вас явным. И, может быть, благодаря этой информации у вас начнется какое-то движение вперед. То есть вы оттолкнетесь от этой точки, может быть, из состояния ожидания зависшего, да, вот вы сидите и ждете в какой-то ситуации. Сейчас это все у вас поменяется. И, может быть, здесь говорится о том, что вы отгородитесь от какой-то ситуации, от какого-то человека, от каких-то событий, например. Это может быть что угодно, но здесь вам говорится, что все-таки нужно держать ухо востро, да, то есть не расслабляться, а все-таки что-то предпринимать. Вот, потому что какая-то информация может очень ценная вам прийти. И давайте, конечно же, дорогие рыбы, посмотрим для вас подсказочку от Вселенной, от высших сил. Шестерочка кубков у нас. Давайте посмотрим, о чем же это. Ну, здесь говорится, что не надо зависать в воспоминаниях о прошлом. Вообще в прошлом, в принципе, зависать не надо. Нужно активно действовать, выплывать, наконец-таки, состояние грусти, печали, какой-то утраты, тоски. Да, то есть лучше активно действовать сейчас. Вот не время спать. У вас вообще весь расклад такой, да, вот и шестерочка жезлов у нас тоже говорилось, что нужно отплывать к новым берегам, нужно уходить от каких-то непонятных ситуаций, от стагнации, да.
То есть предпринимайте какие-то активные действия, будьте в потоке информативном также, да, может быть, здесь какие-то вам новости придут, или же, может быть, человек какой-то, который вас сейчас вот сидит, прям вспоминает, заявится к вам на порог, и при том, что очень быстро, может быть, написать какое-то сообщение, тоже как вариант. Давайте еще посмотрим для вас какую-то подсказочку. Посмотрите, как интересно. Девяточка жезлов, вот очень такие похожие, да, с семеркой жезлов у нас здесь иллюстрации, посмотрите. От чего-то оградиться, от чего-то оградиться. Может быть, вам стоит все-таки отдаться потоку, да, и высшие силы, они все-таки вам помогут, отпустите себя, отпустите в конце концов ситуацию, может быть, поставить на паузу что-то. Да, вот весь расклад у вас почему-то про это, от чего же вы там, дорогие мои, отгораживаетесь, рыбы, напишите в комментариях, что у вас там такое интересно происходит. Отдайтесь потоку, высшим силам, они вас слышат и они вам помогут. Но самое главное быть открытым, может быть, даже попросите, вот попросите у высших сил помощи и поддержки. Обязательно сделайте это. Так, давайте еще одну карту хочу достать для вас, как подсказочку. Восьмерка кубков. Посмотрите, уходите от всех этих ситуаций, уходите оттуда, где вам плохо, где вас не ценят. Если вы понимаете, что там ничем хорошим уже не увенчается, то все, уходите, оставляйте. Даже если у вас есть какие-то чувства, да, может быть, в принципе, уйти от вот этой ситуации прямо сейчас стоит, может быть, в принципе, стоит сейчас расстаться, например, да, но как бы это не говорит, что все, назад дороги нет, или там у вас чувств нет и так далее. Здесь все-таки, да, кубочек горит, посмотрите, и как бы просто вот сейчас так нужно, вот такой сейчас период. Может быть, уйти в себя, поразмыслить, отдаться, да, потоку, попросить у высших сил что-то поменять, изменить в себе. Да, то есть здесь вот такой вот очень момент. Отпустить какие-то ограничения в первую очередь. Может быть, вы себе какие-то баррикады навыстраивали, а высшие силы вам говорят, что вам уже давным-давно пора открыться этому миру, потому что вы нужны. Вы нужны нам, дорогие рыбы. Вы очень мечтательные, очень ранимые, поэтому ни в коем случае не закрывайтесь, все-таки откройтесь потоку, Вселенная вам благоволит. Давайте еще одну карту. Вот прям не могу для вас, дорогие рыбы. Хочу еще карту. Королева жезлов, посмотрите. Сразу же у вас творческий поток, энергия просто бьет ключом, посмотрите. Это такая энергия, когда я все могу, я хочу, у меня вот прям все получается. Это такой запал жизненной силы, да, то есть здесь прям такая радостная энергия, мощная, темпераментная, огненная. Поэтому однозначно выходите из своих ограничений, убирайте свои заборы, баррикады, потому что энергия у вас однозначно меняется, и высшие силы вам напоминают об этом, что нужно к ним обращаться, нужно просить помощи, нужно просить каких-то, да, ответов. Даже сейчас, посмотрев расклад, я думаю, что вы какой-то ответ для себя нашли. Дорогие рыбы, это был ваш второй прогноз на апрель месяц. Я надеюсь, что вы довольны. Напишите свой комментарий, пожалуйста, это поможет моему каналу продвинуться. Я буду очень рада и благодарна. Пусть ваш апрель месяц пройдет благоприятно. Забирайте из расклада все самое-самое лучшее для себя. Пока-пока.